Здорово, ребят. Ну что, мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Значит, я остановился на локации... Сейчас я даже... Цитадель Фарона. Тут у нас, собственно, дорога делится на две части. Можно пойти в Цитадель Фарона, а можно еще дальше. Вот мы туда, собственно, и пойдем. Куда дальше? Давай быстрее, мужик. mr.toaster. Тут. Здорово, тост. Так, значит, отсюда. Вот сюда мы идем. Оказываемся... как это? Путь жертв. Вот. На этом пути жертв, там от крабов я побегал и так далее. В принципе, по-моему, все, что надо, я собрал. Это травяной щит. Ну и какие-то там души. В принципе, ничего такого особенного. Ну вот. Дальше. Дальше. Двигаемся. Вот. От этого путь жертв, от этой локации с крабами, я ломанулся вот сюда. Начал вот этот вот, ну, вне стрима, исследовать вот этот замок. Сейчас тут маг должен упасть. Вот он. Дать степчика ему. Так. Ну, естественно, я тут все обошел. Нашел флягу с Эстусом. Теперь у меня их 9. Ай-яй-яй. Покупал уже. Вот, и отсюда я пошел не совсем сюда, а вот наверх. Там находится какой-то чувак. NPC. Но как-то, ну, толком он со мной разговаривать не стал. mr.toaster. Леумова шляпа. Ну да, он типа маг такой местный. Ой, я думал, ты оставишь эту затею. Что ж, ничего не поменялось, у тебя нет способности к чарам. Либо дано, либо нет. Что ж, тебе пора. Я вот что думаю. В принципе, у него диалог никак не меняется. А что, если его стол разбить? Попробовать. Вот так. По идее, ему стоять будет возле, ну, вроде возле него негде. Может быть, он оказывается у меня. Давай потрещим с ним. Ну да, то же самое, диалог не меняется. Может быть, он в храме огня окажется потом, не знаю, попробую. Вот. И дальше, короче, я пошел, вот, ну, вернулся обратно. Пошел вот сюда. Тут у нас энное количество мобов. Это ладно. Дальше... Ай-яй-яй. Ну что ж ты, старина. Взяли, бля, дырок понаделали. Потом падаем. Ну, осколок титанита мне тоже, по идее, не повредит. Давай обойдем еще раз. Так. Ага. Сейчас. Сообразил, где я упал. И да так, падла, дырок понаделал. Только валишься с ним. Так, отсюда получается вот сюда? Нет, вот сюда, да. Здесь ящерка была. Поймал, убил. Все нормально. Странно, но тут почему-то ящерицы не всегда мерцающий титанит дают. В первой части они гарантированно его давали. А то и по 2 штуки. Так, 2 мага. Бам. Забиваем одного. Второй должен быть. Он откуда-то свалился? Он там он. Сначала лучше мага завалить. Готов? По-моему, последний тут моб. Ну да. Типа того. Нет, еще не последний. Придется всех мочить на дороге, чтобы тупо не мешались.
Так, ну тут все, короче говоря, вот отсюда я, в принципе, пошел наверх, просто проверить, посмотреть, что там. Может быть, тупо, ну, тупик и все, как бы. Но нарвался на этого, нарвался на босса. Дверь закрылась, как бы, мне уже не выйти, так что я его попробовал замочить. Замочил я его с первого трая вообще, как бы, использовал только одну или две фляжки. Босс ни о чем. Здоровенный мужик, как в шляпе, вот сыпется вот эти маги. Такой же, только больше, короче. В принципе, вот и все. Вот и весь босс, как бы. Не знаю, зачем его именно тут поставили, ну хрен с ним. Впереди ключ. Вот дальше я сюда уже не шел. Дальше будет босс. Не знаю, насколько далеко, но он будет. Так. А что, если, допустим, вот сюда упасть? Висающий титанит. Прикольно ее. Так, ну в теории я должен типа упасть и с другой стороны этого мужика подойти. Тут вообще тупик, точнее пропасть. Ладно, давай тут, короче, посмотрим. Если что, я тогда свалюсь. Свалюсь и просто упаду. Бля, и тут можно тоже пройти, вот эту штуку собрать. Ну давай так попробуем. Все-таки интересно, что это такое. Блять, отвлекли меня с этой херней. Бам, бам. Блять, бабка завалила. Я там какой-то сет собрал, короче. Я даже не успел его посмотреть. Надо к бабке идти сейчас, получается, душу надо извлекать. Все, тогда надо сейчас, короче говоря, посидеть возле того костра, чтобы хотя бы далеко не бежать, всю эту локацию мелкую не зачищать. Так даже будет лучше. Но все равно придется тем же самым путем идти, чтобы грохнуться на бабку. Сейчас попробую, конечно, это дело скипнуть. Ну, именно на всех мобах не обращать внимания. Сейчас мы их заигнорим по возможности. Хотя это чревато паровозом. Ну, вот этого, в принципе, можно пропустить. Маг за мной, наверное, не пойдет. Вот этого не получится пропустить явно. Блять, тут вечно он какой-то геморрой мне создает. Тороплюсь, потому что. Так, давай попробуем промчать мимо этих ребят. Тихо. Ухо. Да, можно, короче, всю эту бесоебию нахуй скипывать. И нормально все пробегается. Давай возле этого костра присядем. Чтобы меня, если что, здесь сохраняли. А так будет нормально. Так, ну все, короче, идем к бабке. Я вот не знаю, вот у этого мужика можно сзади посидеть. Нет, наверное, у него забита кадушка вся. Я помню, что читал, короче, про одного чувака, который шароебится. Ему типа можно вот в этот кузовок залезть. И он тебя куда-то везет, какую-то локацию. Ладно. Бабка. Надо ей не давать кастовать, потому что она может дерьма всякого поднашвырять. Обобрать тело. Бабка с титанитом ходила. Неплохо. Давайте, мужчина. Так. Мало. Меня сбили стамину. Там еще где-то второй. Вали.
Так дело не пойдет. Тороплюсь. Так, я что-то немножко подзабыл, как, блядь. Как этих мобов лупцевать. Кстати, а второго я вообще не слышал. Такое ощущение, то, что когда они крадутся к тебе, то вообще пиздец на цыпочках просто. О, мудаки, а. Что-то душные, блядь, какие-то. Ебать, я фляжек понарасходовал. Ага. Так. Ну вот я, в принципе, отсюда бы спустился. Но что если я пойду вот туда упаду? Тут-то понятно, то, что дорога-то одна. Бля, надеюсь, я вернусь. Будет жопа. Но я же, блядь, маленький исследователь. Даша, путешественница, может помочь внизу. Что помочь? Кому? Так. mr.тостер. Душные душнилы. Ну да, впереди нечто потрясающее. О, ящик. Ника, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Хорош. Мерцающий титанит. Ну, этим мерцающим титанитом мы как раз и качнем, короче, этот ледяной меч. Я не знаю, насколько он, в принципе, полезен, но, во-первых, он легкий. У него... Ну, его, типа, раскачать надо. А там уже пробовать. Да, и все, короче. В принципе, все нормас. В общем, 5 фляжек, но душные душнилы, как бы, могут сейчас мне по жопе надавать просто. Может быть, это костер? Ну, блядь, может быть, это костер. Я думал, это слон. Вот честно. Тут иногда просто потрясающие комментарии. Слава, безопасная зона. Кстати, может быть, это позиция для стрельбы? Понятно. А вот этот коммент может и пригодиться. Типа лучники могут хуячить. Костер? Ни хрена. А чё так часто? Только что же костер был. Ну, вы меня удивляете. Дорогой товарищ Хидетака. Влево. А че не вправо? Я, может, туда хочу. Осторожно, сзади. О. Блядь, ну давай туда пойдем. Это враг? Да, это враг. mr.тостер. Копит он очевидность, хотя нет, адмирал Ясень. Точка и кратко. Да, адмирал Ясень хуй. Это враг какой-то. Вроде борзый. Ага. Понятно, почему тут костер. От этого товарища, походу, можно отъехать неплохо. Угу. Но у меня одно ФП осталось целое. Бля, лютый перец. Сука, у него сейчас 6 косарей душ останется. Я могу их в легкую проебать вообще. Вот это душная душнила точно. Походу. У меня полстамина, сука, сшиб. Ладно, давай так. Все, и валим, 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 восстанавливаться. Ах ты пидор, блядь, он еще этим говном швыряется. Ебать, надо души спасать хотя бы. Давай, 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 есть, души спас. Тихо, 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 тихо. По эстусим себя. Эстусия тряпка, блядь. Но мне как бы
Длины меча хватит? Блять. Мудно ебаная. Ну давай хотя бы повыше сдохнем. Я не знаю. В самом-то деле. Бля, ну он суровый. Ну подох как собака. 1600. Либо он, я не знаю, либо он, блядь, пароход тут охранял просто, я не знаю. Тут что-то должно быть очень охуенное. Раз такого моба прям сюда запихнули. Пепел паладин. И чё? Чё за пи? Где это говно вообще? Вот. Это ключевой, кстати, предмет. Служанка в храме создаст новые предметы. Во-во-во. То есть, короче, сучка, которая сидит на троне. Тостер. И Сучка, которая сидит на троне в храме света, нужно ей этот пепел паладина отдать, и она будет продавать какие-то новые штуки. Ну, естественно, там ценник будет ебанический, блядь, как это. Как у нас за электричество, блядь, ну, не знаю, там. За холодную горячую воду, типа того. За отопление, вот. За отопление у нас больше всего просят бабла ЖКХшники. Так что тут примерно такой же будет расклад. Ну, типа, хочешь броню себе хотя бы немножко больше добавляющую тебе статов, плати, блядь, я не знаю, там 50 тысяч душ. Чуть-чуть она тебе добавит. А может вообще ничего не добавит. Может, типа, дефолтная у тебя круче окажется. Но ты же ее, блядь, не возьмешь, пока это... Ну, не поймешь, пока не купишь. Ну, так чисто. На скидочку. Так, еще один петушара. Так, не жадничай, не жадничай. Понятно. Хуяк просто. 1/3 здоровья у меня съебашил. Да где он? Пидора. О, иди-ка сюда. Вот клей, блядь. Тихо, 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 пока у него... Я его маленько заставил. Ага. Я успел на секунду высосать флягу. И он меня не пизданул. Он бы меня с кинжалом. Да ёб твою мать. Просто косит здоровье, смотри-ка. Из виду сразу теряется. Бешеный хуй, блядь. Давай еще. Ну и мне пизда, да? Гандон. Черепашка ниндзя, блядь. Хуярит и хуярит, смотри, как заведенный. Сейчас я еще гляну, вот этот клоун сзади-то не появился заново. А то они тут любят бешеных мобов подрождать. Ну-ка. Нет, тот пропал. По идее, этот тоже должен сдохнуть. Хорошо, что я прямо рядышком умер. Давай-ка мы его будем подманивать лучше. Пошел он нахуй. Я не хочу драться на его территории. Так. Уходи на честное кумите. О. А мы его, блядь, злиться. mr.tostер. Из канализации Нью-Йорк. Пиздец. Он сзади не дает подойти, он скачет как пизданутый. И тут же цель с себя снимает. Ебать его в Люсю, а? Короче, он смотрит на тебя, то есть сзади для начала к нему бэкстебом не подойти, это точно. То есть тут стелс-комиссия в ахуе, короче. Плюс эта гнида кувыркается постоянно вокруг тебя. Давай маневренности себе добавим. Потому что он, походу, веселый.
Вот так вот. Ничего, такая пюрешка. Смерть в портках. Как Чапаев, блядь. Давай, иди сюда. Тэквондо. Так вот где-то. Учитывая направление, блядь, ветра, всю хуйню. Угу. А так вот подходить ко мне, естественно, не хочет. Давай, иди сюда. Он примерно тут же взлиться он надо, да? Во. Постоянно надо прожимать его на цель. Блять. 3 удара, третьим он сшибает все нахуй тебе вообще. Короче, третий удар вообще ему нельзя давать делать. Я окошко не вижу, когда ему ёбнут просто. Сзади он явно не дает подойти. Ну-ка, Педрера, иди-ка сюда. Мне аж интересно, блядь, что это за клоун такой? Как его расковырять-то хорошо? Че он позлился тут? Да, я понял. mr.тостер. Мансуй. Монгола татаров, блядь, бешеный. Угу. Удар делать мне не дает. Если он лупит меня в щит, он сразу же сбивает у меня всю стамину почти. Поэтому это дает ему преимущество, чтобы сделать мне типа охуевший удар. Вот так вот. Оп. Тихонечку, не жадничая, только. Вот так вот его только можно захуярить. Вот у него окошко, блядь. Давай, наращиваем себе стамину. Блядь. Пиздец, просто ухуяривает сразу. Но я если шмотки сниму, точнее одену, то подвижность потеряю. Вот сейчас бы мне его достаточно еще 2 раза пиздануть было и все. Он как бы остыл бы по-любому. Ой, куколка какая. Ну ладно, в принципе, я так-то его раскусил, короче. Где у него? В жопе дырка, блядь. Сейчас надо только его конкретно пропердолить в нее. Давай, клоун. Вот, бам. Не попал. Нет, смотри-ка, попал. bmb.gg. С Рождеством. Здорово, вот я тоже с Рождеством. Бам. Вот так вот. Наказываем этого педика. Давай. И ко мне подходи, нахуй ты кидаешь говном своим. Так, не жадничать нахуй. Пару ударов ему осталось. Бля, ну это, если этот моб не исчезнет, то это будет пизда, это будет фиаско. Каждый раз вот так вот с ним удохаться, это жопа. Паучий щит. Такой встречался, кстати, в первой части, но я думаю, он пососный. По крайней мере, в первой он был таким. Ну, что и требовалось доказать. Он просто полегче, но хуйня, короче. Травяной щит стамину быстро восстанавливает. В этом его плюс. Быстрее, ну, немножко ускоряет процесс, короче. Так, читаем. Влево. Че влево? Тайная тропа. Орда врагов. Там, кстати, с правой стороны кто-то хрюкает. Где-то вот. Ладно, один хуй все обходить. Собака, до свидания. До свидания, говорю, собака. Локи приходится в любом случае все пылесосить. Понятно. Стрелков дохуя. Тут еще и псины. Короче, вообще война началась.
Пизда, 4 подачи прилетает сразу. Давай собаку сюда. О. Странно, почему-то раньше я с удара собаку вырубал. Что-то не хватает. Давай, наверное, приоденемся, потому что вот эти вот хлопцы могут сейчас конкретно давать пизды. Потому что несколько стрел у меня будет прилетать, и тут, наверное, броня не повредит. Самое мощное, это, по-моему, пока что у меня вот это вот. Хоть я перегруженный и все такое, но тем не менее. Ай, блядь. Надо смотреть, как бы забраться к ним. Мне достаточно наверх подняться, и я дам им пизды. А, ну все. Вот и вся любовь. Так, ну и тут, в принципе, ничего. Псина. Вообще бы, конечно, по-хорошему эту псину выманить. Самострел. Ну-ка, блядь. Хотел удар пиздануть прямо в полете. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну зачем я начал рубиться с этой собакой, блядь? Ну надо было просто удрать от нее куда, к выходу ближе. Теперь опаснее будет душу выковыривать. Короче, 2 собаки минимум. Я понял. Заодно проверим про монгола. Появляется он, нет? Не появляется, нормально. Сука, из одного щита паучьего, который, блядь, ну просто козявки не стоит, блядь. Только ебаться с ним надо. Парадокс. Собака. Собака улетает. Шустрый. Так, не торопясь. Там вон еще псина ходит. Давай-ка мы ее выманим. Она больше всего, короче, геморроя создает. Оп. Ладно, пойдет. Этого хватит. Сука, я не успел. А теперь мне одного удара достаточно, чтобы ее захуярить. Прикольно. Что-то не хватает. Все, душа на месте. Еще одна собака. Серьезно? Он ушел от бэкстеба. Так. Вот это вот есть нехорошо. Тихо, тихо, тихо. Я вот не вижу. Где-то примерно тут должны быть ступеньки. О. Блять. Я так понимаю, собака тут не одна. Ну, хоть как-то разрулил. Иди сюда. Я так понимаю, что именно тут у этих собак чуть-чуть больше хп, чтобы ты ее ёбнул, подумал то, что она сдохла, побежал дальше, и она тебя за жопу хуя. Тостер. Будь манинг Вьетнам. Доброе утро, Вьетнам. Так, еще. Вон тут стрелок ходит. Бам. К этому не подобраться. Вон еще псина. Их надо выкуривать как-то отсюда. Они, сука, жизни не дадут. Раз на раз с ними стрелами стреляться не пойдет. Две собаки. Отлично. Что? Ну-ка, давай так. Быстрее.
Нет, я так отъеду сейчас быстрее. Ну-ка, вот так он мне один не достает точно. Но зато прилично достает второй. Спасибо. О, я хотя бы псину сагрил. И то спасибо. Где собака? Иди сюда. Ага, тут они дох. Опять все бухло высосало. Так. Давай ко мне. Докучай еще. Товарищи, блядь, он съебался. Мне и одного не догнать, и по собаке не ебнуть, а на тебя за спину грызется. Твою мать. Теперь десятка душ на кону. Надо выковыривать их. Кстати, странную хуйню заметил. У нас, короче говоря, вот в третьей части после прохождения босса дается только душа. Ну, в смысле, душа босса. Ты ее хлопаешь, как бы, а там всего 3000 душ. 1000 душ. Ну, я больше не убивал, как бы, босс. Но это очень как-то мало. Первые 1000 по 10 давали. Вот этим, блядь, и опасны ебаные псины. mr.тостер. Галимые гуки на деревьях. Так вот. Еще и собак пришпандорили сюда. Блядь, ну я же попадал в него. Он, сука, чуть левее встал. Теперь я в него никак, а зато он меня, да. Бля. Ну тут очень аккуратно надо действовать. Так, Робин Гуд. Давай вот так попробуем. Причем надо малять очень быстро. Что собака там делает? Там же лучник стоял. Ну вы, блядь, даете. Сейчас она прибежит, да, я ее подожду. Собака. Хуй там, она на меня хуй забила. Я тебя звал. Мобы местами поменялись, походу. Что-то их смутило. Ну давай целиться псину, я не знаю. Пока не попадем. Я вот не... Да нет. Да точно, на. Так, давай вторую агрить. В принципе... Бля, сколько собак? 4, по-моему. Не попал, давай выше возьмем. Снова нет. Ну вот так прям. Вообще не так. А, вон еще собака, точняк. Борис. Привет, мог бы просто обойти их слева, как написано в подсказке. А там можно? Я посмотрю. Я что-то вообще про эту подсказку забыл. Этого попробую еще долбану. Не, так не пойдет. Давай по левой стороне попробуем. Но у меня уже попадос. Я уже души тут спитонил. Блять. Дайте души забрать. Отлично, нахуй. Я как бы хотя бы их успел забрать. Но тут пиздец. Просто с 4 сторон тебя атакуют и ничего сделать не можешь. Бля, ну если сейчас слева у меня не получится, я проебу десятку. Это опасно. Что делать?
Охуенное сочетание, кстати, лучников и собак. Собаки прыгают вокруг тебя, и пока ты на них отвлекаешься, тебя лучники в жопу подстреливают. Борис Лузин. Слева иди спокойно, там стрелы не попадают. Давай, максимально прям слева пойду. Ну, заборчик, да. Тут с этим, блядь, не поспоришь. Ага, здрасте. Ты еще, блядь, тут отъедь. Так, ждем. Готово. Пиляться надо. Тихо. Еще. Десятку душ жалко. Хуй с ним, с Эстуса. Угу. Ну-ка, оп. Стены тут максимально ебанутые, конечно, создание. Так, лечимся. Ну его нахер. Блять. Пока он убирает флягу и начинает поднимать щит. Ровно в тительку они попадают в эту анимацию как раз. Прям тебе в пузико. Но я все равно этого просто пидора из принципа завалю. Гандон, блядь. Сколько крови попили, а? 5 кляп. Еще собака. Какая приятная неожиданность. Йонгхт. Спасибо за набор букв, ты достучался до моего сердечка. Надо раскладку, наверное, тебе переключить или что-то в этом роде. Так. Ну, по идее, тут все, да? Да все. Нехуй тут делать больше. Сука, 2 квадратных метра от костра просто, а голову всю повыебали уже с этой хуйней. Тактика. Вообще резонно бы мне сейчас вернуться к костру, качнуться. Блять, ну тогда придется заново все проходить. Ну типа фляги восстановить и духа не просрать. Как бы, как говорится, люстре. На люстре еще больно. Хуя он камикадзе. По-моему, таких не было еще. Слева. Вот тут где-то. Человека 3 или 4 примерно. Борис Лузин. Вперед иди, костер рядом. Да? А чё так много костров? Что-то прям как-то это аномально дохуя. Чувак висит. А его можно как-то сбить, может? Давай попробуем. Мужчина. Да. Неактивный мужчина. Судя по дверям, это очень все на дорогу к боссу походу. Костер. Значит, босс будет там, где мужики орут. Либо вот тут. Всеблагостная богиня, матерь отверженных, лишенных пристанища. Прошу, засвидетельствуй нашу решимость. Огонь на Ариандель. Огонь на Не в Ариандель. том месте ты это сказал, в этой лоте один костер. Разве? Почему? Так, подожди. И пепел, чтобы разжечь пламя. Ну, ясно, как обычно, они тут загоны по пламени. Смотри, начинается, как она, тропа глубин, по-моему, или так она называется, локация.
А после вот этого босса с здоровенной шляпой, ну, какой-то маг, короче, раз костер. Ну, хорошо, его не читаем. Ты идешь, в принципе, проходишь буквально мост, у тебя еще один костер. Это первый, допустим, в этой цитадели, ну, тропе глубин или как-то так. Вот, потом ты проходишь мужика, который на ступеньках, проходишь этих, как его, собак, и вот у тебя уже опять костер. Как-то их очень часто понатыкали. Не, ну я не против, мне наоборот, только за как бы. Больше костров это хорошо. Лава дыра. Чего? Это оскорбление, может быть, в славиков всех. Впереди радость. Шипастый кто-то. Кстати, давай посмотрим, что это такое. Факт это оружие. Ну, оно легкое. Но мне просто интересно мувсы. Ебать, костлевание прям. Symphony of the Night. Сколько ударов? Борис. Раз, Те проходные, два, а в этой один основный, ну и один спрятан. 4. Ну, почти 5. Проходные. Не, ну хорошо, почему нет? Правда же? Больше костров, тем больше вероятности, то что меньше бегать, короче. Так, давай сначала вот этих мужиков посмотрим, которые там бегают. Ой, орут что-то ходят. Меня вот это еще штука интересует. Как бы достать. А, подожди. Не, ну тут явно падать не получится. Если, конечно, не зацепиться кнутом. Ну, как костылевание. Друг. У нас тут друг. Это что-то не очень похоже на друзей. Осколок Эктуса. Бля, ну хоть... Да, ты гори, гори, я не против. Блин, ну ради осколка Эктуса, в принципе, почему бы не вернуться назад, поднять левел, и будет 10 фляжек. Борис Узин. Все равно те двери все закрыты пока. А я хотел уже потом их идти проверять. Ну и мертвые поднялись из могил. Сколько тут человек? 10, да? На тебе через решеточку. Пидрера. Эх. Я думаю, по одному, да? Их подождать просто. Они же подойдут. Бля, ну сейчас все равно сюда идти. Нет. Домой пойду. Надо это. Принять ванну. Выпить чашечку эстуса. Давай двери дернем, короче. Ну, так просто. Чтобы я чисто для себя. Так-то я, конечно, тебе верю, то, что все закрыто. Борис Узин. Сходи, потрать души и купи обязательно факел. Потому что скоро будет темно. Спасибо за подсказку. И пепел этой транде надо отдать, точняк. Ща как все сделаем. Ща как будет мега-сет. Так, давай для начала что? Вот этой вот транде отдаем пепел. Передай. Угу. Да превратится пепел сей в твою силу. Надеюсь, новые товары придутся тебе по вкусу. Я как бы не собираюсь их на зуб пробовать, но почему бы нет? Мох, кстати, в этом внизу, где я начинал сегодняшний стрим, там мох вот этот пригодится. Это я знаю, потому что я там уже побегал. Факел. Я 300 рубесов-то у меня какая.
Хоть два, ёпта. Маска изгнанника. Ну, она... Шляпа мудреца. Наручи, ну это сет изгнанника. Я не знаю, насколько он крутой, как бы. Но судя по этим, по-моему, не особо. Он весит до хрена. У меня сейчас шмотки, по-моему, напяленные на мне, они весят чуть-чуть поменьше. Не знаю, можно, конечно, сравнить просто. Так, допустим, 4500, короче, стоит физическая 18,2, вес 17,3. На мне то, что... Да, иди, тетя, в жопу. Блин, ты отстань-то, а. На мне сейчас физическая 16, вес 15. А там 17,3. Не пойдет. Самая такая вот у нас сейчас вот эта броня, по-моему. Но она пиздец тяжелая. Может, пуха какая появилась? Да, нет, в принципе, все какая-то такое себе. Да, это все тяжело и мне не подходит. Единственное, что вот изгнанник, эта шняга появилась, в принципе. Факел есть. Ну, так. Я все жду, когда смола начнет продаваться в магазине. Это все, конечно, круто, но смола нужна, типа. Давай одну возьмем. Две. На тыщеночку. Сойдете. Правим, короче, 10 фляжек. Да. Все, и качаем левел 1. Борис Лузин. Не парься с доспехами, они больше для красоты, все можно и в тряпках проходить. Ну, в принципе, большую часть игры я первой части как бы пробежал в основном в тряпках. Поначалу как бы я там... А нет, пизжу, наоборот, в конце я уже броню Хавила напялил, я там, блядь, как носорог оделся, и мне половину подач было до пизды как бы. Я понял то, что тут шмотки такое себе удовольствие. Тогда нет смысла вес качать. Пока что. Ну, типа до 20-ки поднял, и в рот ему ноги. Че это? Ерунда. Единственное, что защита чуть побольше становится, но это потом, когда нехуй делать будет, скажем так. Давай-ка мы, наверное, вот выносливости чуть-чуть хотя бы добавим. Жизненная сила, хуй с ним. Если ты подачи пропускаешь, то неважно, сколько у тебя здоровья, тебе один хуй пизда через 3 подачи. Давай. Стойкость. Ну и вот косарик уложился, я не знаю, что там, может быть, этой таранды, может что-то купить еще. Сколько у меня? 2 угольных смолы. Давай еще одну возьмем. Пригодится. Даже 2 можно купить. Пойдет. Борис Лузин. Жизнестойкость, остальное подороже ищет. Что значит подороже ищет? В смысле качать? Я стараюсь более-менее как бы качать равномерно. Сначала первым делом я физическую силу поднимаю, там 1-2 пунктика, короче, а потом
догоняю эти здоровьем и этим, как его, здоровьем и выносливостью. Маловато иногда ее не хватает. Если какой-то замес происходит, то... Ну, по потребностям оружия и щита. Ну, в принципе, у меня сейчас по потребностям нормально. Единственное, что я эту броню тяжеловато мне таскать, у меня прыжок ни о чем вообще, ну, в смысле перекат. Но если какой-то замес начинается, то лучше просто это... А, он молится. Лучше просто раздеться, короче. Поговорить. А я его не заметил, он тут раком стоит. Я думал, это мебель какая-то. Ты пахнешь как женщина. Ты должна быть из пепельных. Как же иначе? Не думал, что телки у нас пеплом воняет. Видимо, очень старые телки, которые перегорели. Ты представить не можешь, как долго я искал. Кого? Борис Лузин. Вот это очень плохо, что норм переката нет. И о том, то, что, ну, пока я бегу и никуда, допустим, я знаю, что это плохо. Пока я бегу и никуда не тороплюсь, пускай броня будет у меня потяжелее, короче. Ну, допустим, обойти Борис, врага. Не подходи к нему, это вход в ДСЛ. Угу. Надо запомнить, кстати. Блять, у меня ручки-то с собой нет. Ну ладно. Примерно я понял. А то тут у Хидетаки очень странно вход в дополнение происходит. Ну ладно, это уже дело третье. Короче, я в курсе то, что надо хороший перекат всегда иметь. Но если какой-то замес, короче, мне проще шмотки снять, короче, и потом уже спокойно перекатываться. Как говорится, не знаешь, что делать, разденься догола и возьми меч в 2 руки, как бы. Вот и все. Пока, пускай он в броне бегает, меньше урона получает, а так, в принципе, любого, с такой скоростью, почти любого врага можно подойти сзади и ёбнуть бэкстепом, как бы. Пока так, короче, вот примерно такой у меня мувсет, короче, скажем так. Пока вроде все подходит. Ладно, поехали. Истреблять это говно. А чё одного не задеваю? Жизни у всех 4 показывается, но на одного почему-то не хватает масс. У нас колодцы что-нибудь есть? Друг. Точно. Да, я это читал. Ладно, пойдем на кладбище. Обожаю, знаете ли, ходить по кладбищам, собирать конфеты всякие, печенье. Первый. Так, рано. Угу. Сейчас, походу, тут я зомбаков нарубаюсь. Прилично. Слушай, они что, бесконечные? Блюют еще. Симпатично. Да, блять, они, походу, бесконечные. Проверяем теорию. Да, ты их ебашишь, они заново появляются. Надо как-то обходить этих ребят. Угу, тут все. Но они медлительные, их обижать проще. Тут у нас ничего не заныкано. А туда? А явно не вариант. Ну давай вот так вот в обходик пойдем. Пока вот самостоятельно не обижишь локацию, пока она у тебя в башке не сложится как единое целое, будешь путаться, пизда. Куда идти непонятно, но как только ты ее понял, что какая тропинка куда ведет, ничего тут вообще сложного нету. Хотя на первый взгляд кажется ебать каким лабиринтом и вроде как очень даже похоже на открытый мир.
О, ты чё сидишь, стоит? Вставай. Астерский двуручный меч. Ну, наверное, мы его потом посмотрим. В игре же у нас любезно пауза не предоставлена. Так. Я отсюда ёбнуть, но значит я по правую сторону обойду. Ебать, тут можно по чуть-чуть, знаешь, вот так просто стоишь, нажимаешь на одну кнопку. Можно, наверное, нафармить себе немножко душ. Ну, плюс 22 с каждого, конечно, такой себе фарм. Так, вот это плохо дело. Короче говоря, они прикольно... Ой, ёб твою мать. Кто же знал, то что у них, блядь, еще из пуза начинает всякое говно вылезать. Это будет весело. Пидорские пидоры. Смотри-ка, а. Короче, надо возвращаться. Мужик. Хотя... Теперь нормально попал. Хотя, в принципе, что я там... 1500, по-моему, да, всего собрал-то. Хуйню. Так, отсюда. Мы двигаем вот сюда. И потом, да, прямо. О, вот у нас ребята. И от них тихо. Короче, они опасны, когда толпой зажимает. Угасающая, но это хуйня, это мелкая. Двуручный меч палача. 2 меча целых дали. Так, они меня пытаются окружить и дрюкнуть. Это мы валим. Валим. Кстати, да. Вот тут лучше бы, конечно, уже и раздеться, чтобы просто быстрее бегать. Но я думаю, пока мне этого хватит. Знать бы, куда топить. Явно не сюда. Да, курву явно надо заебенить. Я не знаю, он встанет, нет. Даже товарищ может быть опасен. Я, блядь, тихо, ну. Стоишь, значит, любуется красотами. Прыгает какая-то курва. Грызет тебя. Но не, так не очень. Давай вот тут подождем. Они, короче, явно на ступеньках, они вылезать не будут. Серьезно? Какой-то он дикий. Хотелось бы вниз спуститься. Ну вот, все нормально. Борис Лузин. Факел тебя полечил. Факел полечь. Ебать. Мне эту цель не поймать, твою мать. Надо хиляться. Вот. Надеюсь, женщина не встанет. Блин, какие хранители. Ебать, оружие навалит. А можно я его посмотрю как-нибудь? Сука, передышки даже не дают сделать. Надо ебашить аккуратненько по спидрану. Вот любит Медитака вот так вот людей отправлять. Борис Лузин. Чтобы Ты бегать. сейчас весь в червях, нужно взять факел в руки. Да? В натуре. Я только сейчас заметил. О, они сами отпали. Я, наверное, невкусный оказался. Так.
Ну, судя по ступенькам, тут явно босс. Давай посмотрим, что я набрал. Там двойные какие-то клинки. Блин, я не знаю. Клинки хранителя. Так-то они прикольные, как бы. Ау. Но это надо качать, чтобы быть в курсе, как они нормально раскачанные действуют. Что-то я еще подобрал. 2 или 3 пухи каких-то. Так. Астрский меч, только он был двуручный, по-моему. Вот у меня меч тьмы, но их качать надо. Меч Лотрика не то. Ламберг. Нет. Вот, астрский двуручный. Ну, понятно то, что он из тяжелых. Он длинный. Тоже типа, ну, тут не узнаешь нормальный какой меч, пока его до упора не докачаешь. Борис Лузин. Не думай, что эти черви были в последний раз. Возьми факел во 2 слот щита. Сейчас поставлю. Хорошо, я понял. Просто я, ну, никогда с этими чертями не сталкивался. Так, ладно. Берем то, что уже прокачано, то, что уже работает, как минимум. Лук. Мы 3-м слотом туда факел поставим. Ну, я так понимаю, типа им надо отмахиваться, и тогда у тебя черви отпадают. Ладно, с этим-то понятно. Черви хуй с ним. Давай посмотрим, что внизу. Уж очень любопытно. Там всякого дерьма валяется. И я так понимаю, туда только падать. Надо полетать все локи. Иначе чего ради тут могут ошарахиваться. Так неинтересно. Ну-ка. Не разбить эту штуку. Может помочь палец, но дыра. Блять, опять эти детские шутки про палец в жопе. Щит стойкости к проклятию. Я не думаю, что он прям козырный. Но... Мне тупо не хватает его силы таскать, а потом мне не хватит его таскать по массе. Спасибо. Осторожно, самоуверенность. Борис Лузин. Люди, которые не знают про факел, дико матерятся на червей и на кровотечение. А у меня кольцо стоит против кровотечения, а мне как бы похуй. Будь у меня факел. Шоткатик. Слушай, ну по идее, если вот так вот потихонечку, если я шорткат открыл, короче, я снизу могу пройти и типа где-то возле моста забраться. И если хорошенько карта ляжет, то я типа пройду окажусь, короче, обратно возле вот этих длинных ступенек. Но это опять же, если мне охуительно повезет. Давай посмотрим, что есть тут. Да, вот это вот вечная замануха. Вот вечная замануха. Там этот кристаллический демон сидит. О! А тут у нас костер. Это не раскол. Вон там что-то лежит еще. Как можно до туда добраться? Тебя Хидетака постоянно подбивает, чтобы ты тут, короче, все облазил, все посмотрел и умудрился не подохнуть.
Потому что не будешь изучать Локи, ты отъедешь на боссах. Но он сейчас подорвется. Он подорвется и начнет меня мудохать. Бля, я думал, кстати... А, подожди, там же еще второй... Вот в другую сторону дорога была. Вот туда, вниз. Судя по шагам, там, да, кто-то борзый шарохается. Бля, 4 фляги, я не знаю. Будем рисковать, что делать? Кто такой? Это тоже, да, червивый уебан? Даже этим факелом махать не обязательно. Слава огонь. Вот тебе подсказка, почему черви может помочь огонь, да. Вот тебе подсказка, почему черви отлетают. Точнее, ради чего. Вот тут пару предметов, которые меня интересуют. Ну, спасибо, Борис Пулин, то, что подсказал насчет, ну, заранее подсказал насчет факела. Хоть и кольцо против кровотечения есть, но это тоже хорошенько способствует. Лоза какая-то, что это такое? Да, это столько всякой херни, короче, ненужной в инвентаре. Я не знаю, понадобится она или нет. Где лоза это? Серьезно, это квестовый? Нет. Что я взял только что? Я не понимаю. Какая-то лоза. А, вот. Звенящая лоза. Ну, это, короче, оружие, походу, для магов. Круто. Я не маг. .600 от них. Душ падает. Но больше страха на самом-то деле. Они похожи, сделаны как эти, ну, похожи на мобов из Dead Space. Там такие же, с хвостами бегали. Так, и тут я, получается... Нет, еще дальше. А, ну да. Я чуть про факел не забыл. Кстати, черви не особо так подъедают, я смотрю. Так, по чуть-чуть, по чуть. Ящерка, иди сюда, иди сюда. Опа. Опа, Степа. Че дашь? Титанит мерцающий. Ну, слушай. Его, конечно, не часто падает, но есть резон как-нибудь по возможности попробовать еще меч ледяной заточить. Угу. Бля, ну это развод. Это развод, я вижу, что это развод. Мне сейчас переебет вот этот монстр. Я не знаю, стоит с ним биться или нет. Он же по-любому бешеный. Вот, а отсюда, да, этот подъем, и тут на дереве что-то валяется. Все, нормально. Понятно, как это дерьмо все устроено. Сколок титанит, ты смотри, прям для оружия все наваливает всякого лута. Типа хоть качайся, закачайся, но они и оружие наваливают тоже разного. У тебя типа выбор огромный, и отсюда ты такой, вау. Блядь, что качать в итоге-то? Тут, наверное, просто надо ориентироваться, что тебе нравится по мувсету. А так они типа а-ля Bloodborne, все оружие плюс-минус бьет примерно одинаково. Ну там, знаешь, где отсутствует призрачная стена. Пиздишь, стопудово, как Троцкий. Не.
Бля, где же эта стена-то? Может, их действительно нету? Зачем туда писать надо? Я там хотел сказать то, что, короче, как бы, ну, ты берешь, типа, какое-нибудь оружие, ну, более-менее подходящее для тебя по удобству, и просто тупо его качаешь, короче, до конца. И оно примерно будет такое же, Борис Лузин. как... Там, где подсказка про вход, есть кольцо. А, подожди секунду. Этого червивого залупыша заковыряю. Кольцо ядовитого укуса. Вот, это хорошее кольцо. Там, где подсказка проход, есть кольцо. А, ну, я уже взял. Это кольцо ядовитого укуса мне понадобится к Перону, короче, когда там вот в этой жиже бегать, короче. По-моему, для этого оно понадобится. Ну, такие кольца, короче говоря, вот спасибо Хидетаки. Я не знаю, стоит его трогать, нет? По-моему, не стоит. Спасибо Хидетаки, то, что он, как и в первой части, короче, сделал кольца похожие, даже визуально такие же, как бы. Он сделал эти, как вам, мечи некоторые, щиты некоторые тоже. То есть, как бы ты играешь в игру, которая тебе уже знакома визуально, по тем или иным, как бы, мечам. Просто их больше. Алексей Романенков. С ящерицы нормальный лут. Алексей, ну, я вот смотрю то, что с ящерицы, вот, допустим, в первой части с ящерицы гарантированно тебе падал мерцающий титанит. Ну, плюс еще какие-нибудь плюшки. Тут, короче говоря, что только не валится. Какие-то кристаллы, хиералы, что только нету. И ты такой, вау, куда это все девать? Борис Лузин. По мне, так всех надо по разу убить, тем более одноразовых мобов. Хотел еще, кстати, вот по мне, если добавить, вот, ну, помимо мобов, по мне так еще в тему все оружие прокачать, попробовать, что тебе нравится больше, и потом уже со спокойной душой еще раз проходить, как бы, но уже кайфовать, короче, от того, насколько ты можешь, вот, ну, насколько ты можешь хорошенько всех разъебывать. Вот пилюля красных жуков, вот это вот новый, короче, лут. Я такого не знаю, для чего он, я что-то так забываю прочитать. Давай читанем, что это такое. На время увеличивает поглощение магического урона, на время урона от огня. Понятно. Всего и делов. До этого, по-моему, щиты подобные. Ржавая монета. Ну хз, за куда ее засунуть? Бля, я, по-моему, еще вот одну штучку пропустил. Ну в эту кашу что-то не очень хочется падать. Давай гляну, наверное. Если там костер есть, то можно ёбнуться. У меня просто фляги, блин, 4 штуки. Угу. Ну и в принципе это все уже не придется еще раз обходить так-то. Просто напрямки ломануть, если что. Да. Все неприемно. Спасибо, что эти педики не дамажат, пока у тебя бэкстеп идет. Откуда вы, блядь, сыпетесь-то все? Мне типа надо вот так сделать, чтобы у меня фляга заработала. А то он не трясет, я не врубаюсь, что он хочет. Ему не нравится то, что... Да, мне сюда надо идти. Ладно. Как говорится, жадность фраера отгубила. Ну давай, короче, ломанем туда. Рискуя жопой. Ну и всем, чем можно. Там то, что
находится у него внутри доспех, так как он полый, как курага. И все равно очень хочется посмотреть, что тут валяется. Выманивать этих ребят надо лучше по одному, я так понимаю. До свидульки. Бабам. Давай, давай, давай. А, вау. Ну, вот это опасная хуйня. Один грызет, второй лупит. Блять. Говорю, жадность фраера убил. Ну ничего. Сейчас уже конкретной прямой наводкой надо сюда ебашить. Дорога ясна, как бы. Все пробегается довольно-таки быстро. Там можно даже вообще нигде не задерживаться. Мы как бы в жопу всех. Но вот на этом островке, короче, ну, когда ты спускаешься, до хрена всякой штуки валяется. Уж очень хочется посмотреть что-то. Ну и плюс я еще душонок там своих оставил. Энное количество. Надо бы забрать. Да-да-да. Ребята, вам тоже не хворать. Блять, ну. До свидания. Он сам пизданулся, я тут не при чем. Так, отсюда мы топим, вот, блядь. Ну вот эту курву надо замочить по-любому. Много клоунов рядом. Блядь, и пизда душам, короче. Сука. Народу много вокруг. И у тебя цель, короче, ловит кого угодно, только не эту сучку. А она рядом прыгает просто вокруг тебя, чтобы тебя как цель сбить, нахуй. Блять, ну за душу, конечно, обидно. Понять так-то, по идее, на фарме, если что. Сука, тут каждый моб не случайно. Так было всегда. Каждый моб на своем месте, чтобы тебе, блядь, бесить. Да, вали ты нахуй. Если по скорости буду проебывать, то лучше раздеться. Так, бежим. Урочек небольшой. Вот эту гниду надо как-то выманить сюда. Подожди. А, ну да. Просрал я душ. Так что тут не больше 5 хат. Да, с ней только тут биться. По-другому не пойдет. Стаминку-то восстановим, да? Опа, и сюда. Так, давай. В темпе вальс. А где все-то? Молодая ветвь. Спасибо, ни о чем. Большая душа путешествия. Артем Гордеев. Сейчас, подожди, Тём, я не слышал, что ты говоришь. Ёб твою мать. Кто шарашит? Порошок для починки. Горячий осколок костей. Короче, я вообще сюда не зря пошел. Эта штука мне качество лечилок увеличивает. Нормально. Но кто-то ебенит прям прицельно. Странно, до этого не стреляли. Здорово, Тём. Да, это типа Диабло, думаешь? А почему Диабло? Потому что народу до хрена на тебя летит. А чё жестко, то что пидоры эти не убиваются. 10 душ просимофорил. Чаль. Вовремя Алексей увернулся. Романенков. Большую ящерицу попробуй покушать.
такую большую ящерицу. Пейзаж и скелеты. Как дьявол. Ну да, что-то в этом есть. Артем Гордеев. Или Дидаст. Ёпта, камикадзе. Блять. Борис Лузин. Он лупашит, где стоит белое дерево с ветками. Давай я, наверное, если сдохну и побегу заново, тогда я уже попробую отыскать этого пидора возле белого дерева с ветками. Пока я тут, не вижу смысла. Он меня не трогает, я его не трогаю. Если, конечно, там нет чего-то козырного. Ну, типа, какой-нибудь мегапухи или супер кольца такого. Чтобы вообще, типа... О, съебался, что ли? А, он-то съебется, блядь. Тихо, 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 аккуратненько. Тут пизнулся вообще на раз-два. Время пришло вниз. Время пришло. В гости Борис отправиться. И не надо его трогать, он тебе помогает. Ну вот. Раз помогает, значит мы тогда не будем никого лупить. А че, почему дым идет? Видимо, что-то случилось. Короче, мне пишут, типа, время пришло падать вниз. Я думаю, то, что пошли они в пизду. С такой высоты я подох. Пришло прыжок. Понятно. Забавляют меня эти камикадзе, угарные чуваки. Бешеные. Ел. Нихуя тут налетело. Вот эти на чужих похожи. С третьей части. Опять эти гномы, кстати. Я думал, я прошел эту локацию. Как тут все запутано. Хотя нет, нормально. Я думал, еще в эту сторону можно пройти. Колпак сам себя выпилил. Пошел нахуй, не звони мне. Ну и все, в принципе. Надеюсь, этот чувак не будет меня шмалять этими своими штуками. Потом наверх, да, я так понимаю? Сначала надо типа по низу пройти. Надеюсь, этот мужик с здоровенными стрелами меня мочить не будет. Когда я где-нибудь буду тут рядышком, сука, ходить. Он от бэкстеба убежал, а тот сам себя выпилил. Ёб твою мать. Но мне как бы тут на всех-то не разорваться. Кинжал вот в очко. В очко. А как тогда наверх подниматься? Ну там, где стрелял этот клоун. Вот странно. Короче, сначала возле, ну, в начале этой локации было дохера костров. Прям рядышком они стояли друг к другу. А сейчас ты ебашишь хуй знает куда, и у тебя ни костра, ничего нету. Ебись типа как хочешь. Неравномерно. Ага, я был готов. Пидор грязный. Тут даже два. Слушай, а там кто-то здоровый стоит, по-моему. Осторожно наверху. О, там бабка. Еще два урода. Но бабка что-то защищает, там какой-то лут полезный. Камикадзе? А вот и не попал. С бабкой вообще не вариант в этом узком пространстве биться. Она же ёбнутая.
Давай вот так. Лучше потихоньку всех вымыть. Давай, давай, давай. Это что-то новенькое он выкинул, конечно. О. Это действие было знакомо. До свидания. А вот так бы сейчас я ломанулся, и меня бы и бабка замочила. Она же тоже там заклинание кастует. Как Диабло. И вот эти пидоры бы сверху одолели. Тут надо, блядь, глаз да глаз. О, бля. О, прям в жопу. Мужчина. О. Давай, поджигайся. Вон-он-вон! А мне бежать уже некуда. Ты чё, дурак? Чё он не горит? Короче, понятно. Пиздую. Не хочет гореть, не надо. Так, ну теперь вишенка на торте, бабуля. Бам, бам. Ну да. Борис Лузин. Из этого белого тумана ты некоторое время не можешь пить истус. Мантия проповедника. Я костюм бабки надыбал. Мне теперь, короче, пенсию можно получать за нее. Заебись. Это как паспорт, короче. Мультипаспорт. Талисман охотника на нежить. У меня, по-моему, вообще ни одного талисмана не висит. Лазурный путь. Пойдете? Давай просто по приколу посмотрим сет бабки. Где бабуля? О, можно еще шапку одеть, короче. Стопудовая пенсия моя. Во. Вот сейчас Борис, на променаж. Этими талисманами они и швыряют. Нормально, вон, смотри, какой я. На пасечника даже похож немного. Артем Гордеев. Пенсию без очереди в очередь встать в 5 утра. И вообще везде без очереди. В Собесе ногу деревянную потом дадут. Щечки красные, вон, попрошу вас обратить внимание. Щечки красные. Усы зеленые. Ну, хоть сейчас на пасеку, кстати. Стопудово. Так вот можно сделать. Я бабуля. Подожди. Я бабуля. Стопудово же ее шмотки до хера весят. Ну так, кстати, относительно. Ладно, это весело. Разуваемся с пасечника. Микола пасечник. Все, погнали дальше, короче. Изучать. А то мы в бесплатную очередь не попадем. В очередь без очереди. О, новый моб какой-то. Артем Гордеев. Деревянную ногу, повязку на глаз, бутылку рома и попугая-матершинника. Да. Полный мувсет. Это не мувсет, а в смысле полный сет, короче. Главное через щербину постоянно сплевывать жевательный табак. А то так образ не получится. Будет сделан не до конца. Блять. Питеры грязные. Я их оптом взял, короче. Приди атаковать из засады. Ну спасибо, ты подходишь, читаешь, тебя сверху как раз пока ты читаешь, на тебя падают и убивают. Замечательно. Че, дурак? Меч как... О, еще второй. Бля, они там что, как грибы растут, что ли, на потолках?
сыпят и сыпят, а ты смотри. Все-таки вот очень хотелось бы вот сюда попасть, откуда меня шмалял этот мужик, но походу не судьба. Они блюют, что ли, с этих, блядь, спилил? Или там меня никто не ждет? Меня никто не ждет. Давай второго. Вот. Вот эти, да, пилюльки, которые ты говоришь, что какое-то время я не могу использовать Эстас. Печалька это все, конечно. Ладно, будем дымить, что делать. Нехуй динамить подачи. 5 штук оставать, 5 пляжей. Я если сдохну, то, конечно, резонно будет усилить, сбегать флягу типа свою. Бля, ну идти, конечно, теперь очень далеко. Здрасте. Это костерок какой подкинули. Так, этой курвы перейти. Воу. Блядь, да дайте перекатиться. И двое. Охуеть. И мне пиздя. И мне пизда. Ладно, сейчас я флягу, короче, усилю хотя бы. И потом вот так вот просто, крича, бежать надо вперед. Очень дохуя причем. Я вот не знаю, усиление фляги денег просят, нет? Если да, то можно какие-нибудь души похлопать. Какая встреча. Укрепить же ее надо, да? А, надо, подожди, надо... А можно было даже не здесь делать, точно я вспомнил, это на костре все делается. Вот, горячий осколок кости сжечь. Борис Катер один и много срезов к нему. Я пока что-то вот... Артем Гордеев. Ты РДД-2 закончил? R2D2. Да, закончил. До Нового года закончил. Это на это у меня ушло 16 стримов где-то. Так, часовня очищения, да. Я пока только одну срезку, кстати, вот ты говорил то, что это... Я только одну пока срезку видел. Там, где эти с червями клоуны бегают. Там типа можно ёбнуться с моста, короче, снести себе пол здоровья, замочить 3 этих бледей с червями, как бы подняться, в принципе, на том же самом... Не пойдет. Это отстойная срезка. Коротковато. Надо что-то прикольное искать. Прям чтобы вот вообще быстро добираться. Поэтому, ну, блядь, сейчас придется шарашить через все кладбище. Попробовать ящерку отыскать, которая долбит, ты говоришь, стрелами. Или так на шару пробежать. Мне вот не нравится то, что тут народу много. И они прям все норовят меня ёбнуть. Ладно-то ёбнуть просто. Борис, их не убить. Прыгать нужно не с моста, блин. Не с моста, а ближе. А где-то? Блин, ну тут особо не рассмотришь. Борис Лузин. Там 4 малются. Там можно прыгать. Я посмотрю, кстати. Тогда неплохо ты сокращаешь.
Да ёб твою мать, ты успокойся, не? Ее звали Борис, хрен попадешь. Почему его так звали? Потому что в него хрен попадешь. Черви, да? Да нет. Так, давай, наверное, да, попробуем втопить. Вот прямо вот так. Прямо вот сюда. Вот, да, как раз они тут лезут. Нехуй тут задерживаться. Это бла-бла-бла. Главное, лично сейчас паровоз на себя не насыплять. Вот типа того. И вот сюда. Тут мелкие бледеныши падают. Ой, ебать, все, пизда. Пошел замес. Качественный. Домой. Я душу спас. Нихуя, и подох. Да, и за мной, блядь, человек 8, наверное, неслось. Надо где-то знать, скажем так, остановочку, пит-стоп какой-то делать, чтобы разъебать то, что летит за тобой. Так, мужики, говоришь, молятся, да? Давай посмотрим. Сейчас я, если узнаю это место, я тогда оттуда буду прыгать. Я так понимаю, оно где-то вот тут. Борис Узин. С таким перекатом долго не живут, с таким эскортом. Да, это правда. Но самое в тему, конечно, блин, мне раздеться и бежать, короче. Немножко эксгибиционизма мне, конечно, не повредит. Вот у нас резко. Блять, не туда упал. Ну давай так подрежем маленько. Короче, если верно падать, то эстуса поменьше будет заходоваться. Вот видишь, как бы мобов много, тут желательно, конечно, чтобы у меня была броня была получше. По крайней мере, я так считаю. Эх, не хватило стаминки-то чуть-чуть. Почему? У меня прям реально не хватает ее ёбнуть. Что за дела? Вроде дебафов на меня никаких не висит. Мне прям реально ударить нечем ей. Разберемся, в чем же дело. Так, примерно отсюда. Топить можно вот так. Потом сюда. Мужик орёт, загорается. Ай, блядь. Так даже лучше. Это я удачно зашел. Вот еще мини-срезочка, короче. Вот. Тут, короче, троица на тебя падает. Вот я не знаю, мужика вызвать. Давай мужика, наверное, позовем. Он одинокий тут. Ходит, скучает. Во. Тихо, факел убери. Я тебя врыла, сраный урод. Ай-яй-яй. Я не гинеколог, но это пизда.
Тут просто каждые 2 шага мобами забито. Реально каждые 2 шага. Начиная прямо вот с ворот кладбища. Тебя реально толпой душат просто. И тут 2 варианта. Либо, короче... Блять, я опять не туда пришел. И тут 2 варианта. Либо, короче говоря... Подожди. Я что-то вообще этот проход не замечал. Задний. Мы назовем его задний проход. Тут, короче, 2 варианта. Тихо. Либо душиться, короче, и прям каждого мобом валить. Медленно, но зато уверенно. Серега, понимаешь, я за здоровое питание. Коньяк будешь? Да. Здоровое, как говорится, питание тоже воспитание. Надо здоровый пить коньяк. А то так дела не пойдут. Так. Я вот на этой курве дохуя стамины терял. Почему? Угу. Много ударов я ей наношу. А остальное она мне добивает. Сука, опонентница, блядь. Я ее ёбнул, короче, мечом. Она увильнула по 8-ке, блядь, и ёбнула мне в ответку. Охуевшие мобы вообще. Просто с копыт. Окей. Так. Воздуха в грудь набрали. Топим. Отсюда. Вот сюда. И там я в тупую ёбнулся, но мне это прокатило. Вот тут ты падаешь. О. Пару мобов падает за тобой в пропасть. Мужчины, здравствуйте. Серега, за что я пропустил? Кого обнял и с кем плакал? Тут ситуация. Это вся метафора. mr.тостер. Я уже бутылку сангри сел, ты где ходишь? Че там, блядь? Все запою, что ли? Я говорю, то, что тут метафора. Тут настолько плачевная ситуация, те мобами душат со всех сторон, то что тут, блядь, просто, знаешь, как бы, типа, в сочувствие обнять и плакать просто вместе, нахуй. Где мужик? Вот мужик. Я еще до босса не доходилось. А сейчас еще Серега, веселее я будет. вижу. Боты сами выпиливаются при виде тебя. Это еще полбеды. Они тут сыпятся со всех сторон просто. Выпиливали бы качественно, им бы цены не было. mr.тостер. Не ну а чё он звала, сам не идет. Так, вот здесь 3 педика сыпятся на тебя. Во. Артем Гордеев. У меня Василиостровская. Крафтовый Василиостровский пиватик, значит, подтягивает у нас Артем. Но он на самом деле не крафтовый, но пиво прикольное, кстати. Так, там еще 3. Во-во-во, там он дохнет прямо в углу. Все, он самостоятельно подох. mr.тостер. Ну тоже ничего. Так, надо вот эту сучку вытащить как-то отсюда. Потому что там туда прибегает 2. Сейчас она угомонится. Угу. Они теперь синхронно. Мы с Тамарой ходим пар. Артем Гордеев. Тут оно дорогое, как крафтовое. Сколько стоит литр? Литер. Надо как-то на опережение долбануть. Мне вот одна нужна. Это моя тёлка. Это только моя тёлка. Серега, И больше не ничем. только мобы выпиливаются, Во. но и население спаивается. О, ништяк. mr.тостер. А ты чё не в ковдоре? Нет, Тёма уехал. Артем Гордеев.
На севере работает новый подъем. Все, заебумба. Я одолел этих сволочей. На севере, да, можем себе крафтовый пивас позволить раз в неделю. Серега +1. Там еще кто-то летит. Понятно. Да вы угораете нахуй. Ёбаные уроды, блядь. Мочишь бабку, тебе этот пидор просто душит нахуй, просто в ухо тебе сыт пламенем, точнее бежит на тебя, возле тебя взрывается, ты дохнешь, бабка добивает. Профит нахуй. Такие пидоры вообще. Красота. Так, ну я хотя бы по-быстрому знаю, как теперь добраться. Почему-то я не видел этого заднего прохода. Кстати, тут червивый не успевает до тебя добраться. Ну там внизу. Хотел нападать, походу. Сука, ты отъезжаешь, пиздец, просто на каждом шагу. Потому что, блядь, эти мобы, да, их очень просто много. Они не сложные, как бы, не вопрос. Ну просто от тебя хуярят, от тебя душат толпой. Это, блядь, бесит, пиздец. А, ну куда? Семёныч, блядь. Dark Souls. Нет, бля, хули нет, ПМР. а хули нет, бля, Ну ты же хули хотел нет, бля, а хули нет, бля, хули нет. Плачь и страдай, самурай. Спасибо, Серега. Самурай да готов страдать. Таков путь. Если все будет хуево, я придется сделать себе сипуку в конце стрима. Где-то у меня тут карандаш завалялся, если я карандашом сипуку захуярю. Если они меня взбесят, нахуй. Где-то, вот прямо я жопа чувствую, недалеко до босса осталось. Потому что концентрация прям, концентрация мобов на 1 квадратный метр прям растет и растет просто. Хотя, зная Мидетаки, Хидетаку, который весь, он еще тот мудила. Серьезно, у нее какой-то новый удар появился? Сколько мне нужно бабок еще положить, чтобы узнать еще какой-нибудь, блядь, новый нюанс? Борис Лузин. Еще далековато. Пиздец. Вот взял Борис ты меня, я бы надержал. Это говорит о том, что мне придется много умирать. Куда-то отсюда можно еще сигануть туда попасть. Только зачем, я пока не знаю. Просто вот реально посчитать. Одна площадка, 4 моба. Спускаешься с лестницы, еще 3 падают сверху. 1 летит на тебя. 2 и еще впереди. Потом еще 3 впереди. После следующей лестницы. Охуеть просто. Поэтому стримы называются Ctrl-V, Ctrl-C, короче. Это так, наверное, нажрался, короче, и начал ебашить просто. Ставить мобов, копировать мобов, ставить мобов.
Так, тут трое, да, падает, трое. Один вылетает, 3 прилетает сверху. Фига. Один остался, сука, они шустрые. Какие-то гномов они мне напоминают. Причем не факт, что я правильно-то вообще иду. В очко прям. Мне, может быть, даже не вот к этим бабкам надо идти. А может быть, по лестнице вообще в тему. Но надо же, блядь, все узнать. Кстати, душа мои у бабок, нет? Нет, по-моему. Да, я там уже подох. Любопытно пиздот вообще. Ну давайте туда сходим, я не знаю. И чё, и чё? Гномы, блядь. Прячутся, вон они где сидят. У них тут прям рассадник этой хуеты. Да, отпусти ты его с целью. Угу. Угу. Вот они откуда сыпятся. Понятно. Я просто думал, что тут сам коридор продолжается, но нет. Слава богу. Бабка, иди сюда. Ну, ты заметила меня? Хотя бы услышала. О. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет, бля. А хули нет, бля, хули нет, бля. Защиту в конце срыва! Бля, тут шумно было, я прослушал. Что там было написано? За сипуку в конце стрима. Спасибо за поддержку, Серега, Тёма. Да. Даешь сипуку в конце стрима карандашом. Не, ну это пиздец. А где вторая? Ну что там, блядь, совсем охуели, что ли? О, очнулась. А там еще пидор на этом, на ступеньках. Если я сюда подойду, он меня заметит. Не жадничаем, не жадничаем. Падла ебаная. Да отвали ты, я не вижу нихуя просто. Я где-то застрял. Блять, он ебашит и ебашит просто без остановки нахуй. А я застрял, я не могу двигаться ни вправо, ни влево. Я не знаю, я там во что-то уперся, и камера, короче, просто вот так вот у меня в колбу подъехала, чтобы я вообще ничего не видел. И да так, а ты лучший. Хотелось, конечно, подойти к этому, там, кристальному этому, к ящерице, попробовать ее заебяшить. Но что-то, по-моему, сдается она дикая. По крайней мере, для меня сейчас. Надо какую-нибудь пуху там, я не знаю, чтобы напалмом просто выжигало, как гуков. Поддерживаю предыдущего оратора. Спасибо, Мак. Спасибо за поддержку. Так, давай топим. Вот сюда. И тихо. Вот что в первой ДС-ке, блядь, он видел по тонким. Что? Что происходит? Как это получил?
Что первые ДСки, короче, блин, я там в замке ненавидел по тонким этим, жердочкам бегать. Не знаю, как их еще назвать. Что вот здесь тоже говно какое-то. Блять, малые откуда-то прибежали. Чё за хуйня? Куда вы, сука, все беретесь? Нахуй пошел. Откуда малой? Он, наверное, оттуда упал, я так понимаю. Ёбаные пидоры. Мужчина. Оп. Да. Было опрометчивое решение кидать у него вторую стрелу. Он же, блядь, догонит. Борис, то место все ненавидели. Какое именно? Там где лестница? С бабками? Ну или кто там они? Которые с двумя мечами. Ну я не знаю, я их бабками называю. Называй бабку своими именами. Не все бабки одинаково полезны. Да ёб твою мать. Я что-то выпал. Титанита осколок. В принципе, я титанита еще набрал. Блин. Надо, чтобы с башки не вылетел. Есть варик вообще, типа, меч-то этот. Прокачать еще. Я вместо 2 ударов, типа, буду 1,5 делать. Огненная бомба. Хуя какая щедрость. А, ну да, сегодня Рождество. Борис Лузин. С тонкими жердями из одного ДС там, где из луков лупит. Да, там как-то замок называется, короче, ну там эти, где маятники, всякое вот это говно. Я просто думал, ты про это говоришь. Но там тоже все плохо было. Я на той локации тогда прилип, короче, по-моему, 4,5 часа. Так, слишком много атак у бабки. Она просто не дает продохнуть. Хорош. Вот, с нее даже что-то выпал. Борис Лузин. Анерлонда. До Анерлонда. Анерлонда это где этот, как его? Там, где горгули есть, все такое. Это еще как... Ладно. Борис Лузин. В 3 ДС он тоже есть. Анерлонда я знаю, но там он немножко по-другому сделан. Там, типа, ну я видел просто только вот какой-то, в каком-то видосе, короче. Анерлонда я в курсе, то, что тут тоже есть. Подожди, мне что-то выпало. Вот это вот залупа. Что это такое? А, понятно. Ясно. Хуета. Спасибо. Я имею в виду до Анерлонда, ты там какой-то, короче говоря, блядь, я забыл, как этот храм называется. Ты там просто по тоненьким всяким этим таким бежишь каменным тропинкам, короче. Там маятники, хуятники, сверху, справа, слева, там тебя стреляют лучники. Ты получаешь урон, тебя тут же маятником сносят. Вот там я присел на 4,5 часа. Там еще в конце еще и прыгать надо, тайминг, короче, учитывать и всякую подобную дичь. А Анерлонда, как бы там, где ты по тоненьким совсем, еще тоньше, да. Там в толщиной в одну ногу, я не знаю, ты по этим жердочкам бегаешь. В принципе, ничего. Удалось это, в принципе, ну, не очень сложно. Борис Лузин. Там, где змеи. Да, там, где змеи были. Вот. Потом босс еще такой здоровенный великан. Ну, вот, как бы, вот там вот я присел конкретно. Вот, а там по этим жердочкам я потом еще и к боссу бегал несколько раз, так что, не знаю, там главное просто аккуратно, ну, не аккуратно. Я думаю, это уже, да, на самом деле. Логотип канала аккуратненько. Вот. Там по этим жердочкам, в принципе, можно пробежать. Ничего страшного нету, там главное просто не торопиться и будет ништяк. Так. Где бабуля? А, первую я завалил.
Тошняк. Давай как-то вторую выманим. Где ты пизда? mr.тостер. Аккуратно. Аккуратненько как-то. Аккуратненько ее выманить. Она там гуляет. Но если я сейчас сильнее выгляну, на меня полетит еще камикадзе. Бам, бам. Все, не жадничай, не жадничай. О. Тут главное, блядь, в тайминг ее попасть. Еще и пятеру душ сверху. Серебряный Отжал. Алексей, ювелир. Кстати, ювелирами называют мужиков, у которых девочки родились. Типа ювелирная работа, бабу сделал там туда-сюда. Так что я согласен с вашим тезисом про ювелирность работы. Но я думаю, то, что как я в DS играю, это пиздец. Говорят, знаешь, типа как курица лапой, короче. Есть такой, ой, их двое. Горнем. Ну-ка. mr.тостер. Или двойняшки вроде. Так он двойняшка. Я поджег подожженных чуваков. Я их опередил. Вдвоем, кстати, они были куда опаснее. Не двойняшки точно. Вот эти двойняшки, я имею в виду то, что я их опередил. Нет, если ты просто, короче говоря, у тебя девочка рождается, как, и тебя как отца, короче, этой девочки называют ювелиром. Типа ювелирная работа. Угу. Снова народ молится. Было бы охуенно сейчас костер, короче. Просто с копыт. Не сюда? Хотя не очень-то похоже. Но анимация стопудово, движение, открытие дверей, это Bloodborne галимый. Ля, какая зала. Это битва с боссом, да? Не, давай обойдем. Я не хочу торопиться. Хотя бы срезочку можешь какую-то посмотреть. Осторожно влево. Там кто-то сидит влево. Надо какую-то срезку найти, потому что сюда до босса... Я только видеопробатку понял, которая орет «Куот» и ювелир Куот. Я не смотрел такой видос. Мне вспомнилось видео про бабку, которая орет: подонки, пидорасы, скоро все сдохнут, вам пизда. На остановке какую-то сидит, хуйню пьет, короче. У нее на башке там какая-то там, блядь. На башке у нее какая-то там это, блядь, тряпка, что ли, я не знаю. С морды там какая-то пирожок у нее валится. Ну, это старый видос, пиздец. 3 бомбы дали. Ништяк. Где какая-нибудь срезочка, хуезочка? Просто, блин, опять топить через все это до босса. Ёбнешься. Так не должно быть жестко. Это же жоподерка галимая будет. Ебаной, там кто-то сидит жесткий. Я туда не очень хочу идти. Вон там гномы гуляют, все нормально. О! Заебись. Надо костер искать. А, ну так вот и получается срезка, короче. Ты летишь через кладбище по большой лестнице, бабку валишь только, и тут будет срезка. Должна быть к ним срезка 100 пудов. Да, вот получается то, что ты сейчас должен ворота открыть, короче, и будет срезка. Ну я не знаю, у меня 6 фляг, я надеюсь, я доживу. Ты крыса? Борис Лузин. Ищи лифт, там срез. Бля, пятно угарное. На одноклассницу мою похоже. С ручками какими-то. Окей. Как говорится, пернул пару раз и сдох.
Ёптать. Ну и какого художника? Заебись, ты берешь, короче... берешь трофей, чтобы получить Артем Гордей. заряд. Напади на страшного. Че бы нет. Сейчас все будет. Сейчас мне по-любому придется на страшного нападать. Только тут их двое. Клирики хуевы. Вон они, Рождество у кого. С распятиями гоняет. Блять, еще и третий пришел. Мне глаза светятся, говорят, это самые жесткие мобы, типа, которых шары светятся. Ну не знаю, что-то они пока отъезжают, как бы за две тычки. Но из-за них и дают немного. Хуй вам, а не праздник. Никакого праздничного стола. А книжки так и остались в воздухе висеть. Вот что крест животворящий делает. Прикольно. Это магия. Это магия. Кашпировский, короче, походу тут поучаствовал. Ах, короткий путь, и тогда может помочь влево. Короткий путь вправо. Впереди опасный враг. Ну, понятно. Вот он лифт. Искомый. Так, ну да, все верно. Я же тогда все время вверх поднимался. А тут, вот, пожалуйста. А, вообще не здесь. Я рассчитывал на ворота. Где я, блин? Эй, люди. Что за... Володя, где? А, ну вот они ворота, да? Там внизу должна... Дальше по прямой лестница должна быть. А, нихуя я где оказался вообще? Ебучий скрипучий возле мужика раком стоящий. Нет, надо качаться. Я сейчас просто прохерачу 11 косарей душ. Не факт, что я их верну. К тому же там еще у нас этот здоровенный какой-то мутант. Которому, кстати, на пузике Крэнка не хватает. Кстати, а как звали того чувака, который на пузе Крэнка таскал? Давай, наверное, силу, да? По-любому же у него как-то какое-то имя должно быть. Так. Да и все вроде. Хоть не так будет жалко терять все это дело. МР.Тостер. Это костюм, его никак не звали. А по-моему, должны были как-то звать. Загугли, а то меня на гугле забанили. Слишком много вопросов задавал. Загугли, я думаю, то, что у него какое-то имя должно быть. Ну, типа, мы же тоже в детстве не сразу знали то, что черепахи бьются с кланом Фуд. Для нас это просто были ниндзя. С разными там этими цветами, скажем так. Потом, посмотрев мультсериал, уже было попонятней, типа. В лоре. Заебись, в натуре классно. Он мне прям через колонну уебал. Шах и мат, придется раздеваться.
Надо ему к ногам пробраться стопудово. Ладно, разденемся. Потрясем немного курагой. Серегазе, а лоскутика убивать будешь? Или не в курсах будущего? Не знаю. Что за лоскутик? У меня он тут мохнатый панкрокер в панталонах. Я думаю, там предстоит выбор, да? Типа убить лоскутика или нет. Если да, то я постараюсь быть гуманным. Типа пролетарийских стран объединяйтесь, вся хуйня. Лоскутик живи. Лоскутик не болей. Артем Гордеев. Это тело андроид. Ну, так тело андроид все равно может быть, как-то оно хоть какое-то имя должно иметь. Ай-яй-яй, я кольцо какое-то получил из-за одной пизды. Блять. Я пробежал на несколько шагов больше. Какое-то кольцо, короче, мне дали. Сейчас посмотрим, что оно дает. Может быть, что-то козырное, я не знаю. Артем Гордеев. Я загуглил. Вот, хоть кого-то, блядь, в гугле не забанили. Тело андроид. Ну, блин, очень печально. Я думал, что там какое-то имя у него есть. Взял все мои мечты, разбил детские. Усиливает атаку при полном здоровье. Максимальное здоровье, кровотечение. Давай, наверное, мы откажемся от кровотечения. Пользу на атаку при полном здоровье. Часто же такое есть, то что здоровье полное. Но на меня не часто вешают дебаф в виде кровотечения. Так что да, разумно пока такое. Попробуй, по крайней мере, пока такое кольцо потаскать, а там уже как карта ляжет. Я думаю, я сейчас, короче, третий фонарик буду собирать, он меня опять ебнет, так что придется вокруг еще побегать. Надо думать, куда съебаться. Он руками сучит, но я думаю, что не тут надо его лупить. Дух же получено. Взрывной болт, да? Офигенно, цветочек. Салатов же полный рефрижератор был. Блять. Так, я, кажется, тут могу заныкаться, да, от него? Да, заебись, заныкался. Охуенно. Серега, ты Толстого ауком затыкать можешь. Думаешь? Ты прикинь, сколько мне надо будет выстрелов сделать, чтобы этого здоровенного клоуна замочить? Ты прикинь, сколько выстрелов мне надо заебенить в него? Не, ну я, конечно, попробую, чисто вот для любопытства, сколько у него снимет одна стрела. Мне кажется, ему надо в ноги, типа, бросаться, как борцуха, блядь, и надо его туда кусать, короче, за пятки, я не знаю, жопой танковать. А перц у меня худой, так и прикинь, сколько раз я уже подох. Вот у него он уже сохший, как курага просто. А так вообще, по идее, как бы, ну, по-моему, всегда в соус-лайках персонажи не толстые. Можно, конечно, там сделать себе грушевидного перца, но это же тоже, типа, никак не влияет. Так, стаминки-то мне не особо хватает. Особо, блядь, тут рассекать-то. Первую подачу я забыл в него пострелять. Борис Лузин.
Я просто спрыгивал к нему в ноги и бил так проще. Ты, наверное, если... Я просто думал, что если ты спрыгиваешь, то ты типа сразу же на пол, ну, на все здоровье попадаешь. Я забыл, короче, в него попробовать пострелять. Давай попробуем. Ну, тупо, блядь, ради прикола. Как бы пару стрел не жалко, у меня там их штук 300 еще в загашнике есть. Хреново то, что больше 99 нельзя с собой таскать. В первой части можно, блядь, хоть 1000 с собой носить. В рот ебать. А тут как бы зашкваром считается. Больше сотки. Вроде как. Насколько я разобрался. Так, ну давай мегалук. Вот. Где тут бабка? Ну, отстанет гвардейца. Это тут? Допустим. Я как Леголас, нахуй. Правда, я буду до утра в него стрелять, походу. Сколько у него здоровья? Это самый безопасный вообще вариант. Максимально безопасный. Время охуительного контента. Я вот не знаю, правда. Даже полоску здоровья его не показывают. Борис Лузин. Там почти ничего не отнимает, в голову надо бить. А ты говоришь, что вниз падал и по ногам мочил. Как тогда ему по башке попадать? Нужно, чтобы он упал? Серегаза. Умный противник. Подойди, глянь на полосу. Да конечно, я отсюда-то выйти не могу, он мне сразу ебашит. Федор Фигдасов. Вон. Редь. Федор Федасф. Спасибо за набор букв, ты достучался до моего сердечка. Нихуя не понял, но очень Борис интересно. Лузин. Если из лука, то в голову, но проще по ногам с меча. Угу. Ну, в принципе, душ я много не теряю, если я падаю. Ну, в смысле, как бы я сейчас подохну. Так что давай вниз попробуем ебнуться и, короче говоря, на томате по жопе. Да. Максимум, что он на меня наступит. Это типа единственная опасная хуйня. Сразу почти второй такой же. Слушай, ну он довольно безопасен. Я думал, как-то он поактивнее будет. Правда, я тоже не особо изворотлив. Так, ну тогда надо по-любому меч в 2 руки хотя бы, чтобы дамажить ему прилично. Ну, не как пятиклассница, короче. Он подох? Да. Ура, блядь. Правда, наверху душ 1,5 жалко. Наверное, Хидетака не подразумевал то, что отчаянные бойцы будут вниз падать и будут пытаться бегать наверху, уворачиваться, как-то аккуратно спускаться. Капюшон девы, мантия девы, перчатки девы и юбка девы. Короче, ты можешь в тёлку переодеться. Вау.
Короче, прям сердючку можно из себя сделать. Ля, какая распашонка прикольная. Прям под эти... Под портки мои подходит. Беленький. Спасибо, но нет. Этот срам прикрыть. Приодеться хотя бы в шмот рыцарский. Борис Лузин. Зажигайся, чтоб к тебе фантом вторгся, Кирк. Фантом ты имеешь в виду, который помогает лупить боссов? Ты подмогу имеешь в виду кому-то позвать? Большой осколок титанита, навозный пирог. Это лучшее, что произошло со мной сегодня. Душа солдата. По идее, тут может быть срезка. Ну да, я к этим воротам подходил. С той стороны мужики молятся. Борис Лузин. Да? Игровой на тебя нападет. Ну посмотрим, попробуем пободаться с игровым этим фантомом. Он где-то тут нападет? Борис Лузин. Если его убить, можно будет с него поиметь его броню и оружие. Поэтому, наверное, все-таки мне выгодней пока в шмотках рыцарских походить. Там вон кто-то гуляет еще, волшебный. Сейчас мы ему пизды дадим. Яна, черепашка-на, ниндзя-на. Сейчас возьму на палку на и дам на Шредеру на пизды на. Понял на или нет на? Не, надо подождать. Там их трое, это не очень хорошо. Мелкие, по идее, должны быстрее подойти. Я даже полечу по такому поводу. Опа. Неплохо. Мелкие поносники, блядь, все портят. Навали ты нахер. Но у меня стамины не хватает от него съебаться. Ну, надеюсь, сейчас жирничая не придется валить 10 тысяч лет. Типа, он большой моб и не должен появляться. По идее. Дорожка, так сказать, уже протоптана. Все ясненько, понятненько. Надо думать, как этого рыцаря захуярить. Я двигаться нормально не могу. Причем даже если разденусь. Конечно, эксгибиционизм это круто, но он не оценивает по достоинству мои причиндалы в виде кураги. Ну да, тут никого нет. А там, видимо, спуск безопасный, да? Ну, можно, в принципе, пробежаться уже спокойно, все, смотреть наверху и потихоньку, типа, вниз спускаться. Души мне в любом случае должно получиться забрать, потому что они, типа, на видном месте, вон они валяются. Короче, главное не бздеть и потихоньку подойти туда. Не деформируясь, так сказать. Понятно. Блин, догнал все равно. Это перекат хуёвый. Ну, сука, самый умный, блядь, залез туда наверх и шмаляет. Шмалялка! Я должен был это попробовать.
Кто-то по кастрюле долбит. Он там, по прямой. Это этажом ниже, да? Блядь, я пока просто буду спускаться, конечно, да. Скоростной спуск это прикольно, но я сейчас походу буду пока это все изучать. Это очень до хера времени займет. Пока ты падаешь, как бы, вот многие, как бы, ты просто внизу и все, у тебя выбора нету. Может быть, это сундук. Это не сундук. Это мимик стопудово. А бабуля, что ли, шумела? Блять. Кастуй свою залупу, чё ты? Я хочу полный сет бабки. Панталоны я хочу блестящие. Чтобы потом жопой плотву гонять где-нибудь в Баден-Баденовских ручейках. Уголь. Штука хорошая, но он больше подходит, когда ты только вот непосредственно возле босса. Пока ты только ходишь и изучаешь локацию, сдохнешь 1000 раз и как бы уголь минус. А он типа денег стоит. Ну и дается не очень часто. Да, короче, это получается бабка у нас тут стучала своим посохом. Мерзко так, противно. Найди-ка. Блять, и жира на мне. Ко мне прилипла бывшая одноклассница. Надо валить. Ах, не туда я рубаю. Где малой? Малой, походу, упал. Он бы давно уже попытался атаковать меня. Да? Где он? Он, наверное, труханул и ёбнулся вниз. Да, по-моему, вон там он остановился. Окей. Так, ну тут у мужика я, короче, какое-то заклятие взял или что-то такое, ну какую-то магию, короче. Ну, куда не очень эффективная, но... Возможно, если ты магом, конечно, играешь, то... Тут наверняка... Это очень полезно. Угу. Не, пизду. Я по первой части научил. Сначала надо ёбнуть по сундуку, потом подходить и открывать его. Вот он. Чужих. Это реально не на чужих похоже. Перемещается так же. Колпачки, вот эти вот черепа удлиненные. Все как мы любим. Я думаю, это отсылка. Да, это был мимик. С мимиков квестовые предметы выпадают, наверное. Глубинный священный фолиант. А что это так? Да, это квестовые. Изучить чудеса глубин. Про это надо почитать, я не знаю, что это. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Впереди лжец. Ах, клад. Здрасте. Ну тут самое оптимальное просто вот расхуярить всех. Потому что они по-любому, блять, пидоры мелкие. До свидания. Пляшут вокруг тебя, не дают сосредоточиться. Концентрируешься на одном, хуярит второй. Нихуя он еще намазался.
Деловой, блядь. А ну иди сюда. Чуть, один удар ему достаточно будет. Серьезно, удар не прошел? Он странно подох вообще. Взрывы были маленькие возле нее. Странный чувак, короче, в целом вообще. Ну, видимо, не с нашей галактики. А что-то шароёблиться до основного зала я так и не дошел, по-моему. Там, где вода. Ну, что какой-то подъем, блядь. Ну, мне до босса мне по-любому определенно надо вниз. Опа, там подстава. Была подстава. Тебя травят. Ну, хуйня, у меня мох есть. Правда, 1 или 2. Что-то такое. Угу. Всех надо сагрить, побегать прямо тут. Потом только лечиться. Потому что можно опять себе гем. Я думаю, то, что отравление еще и с той стороны будет. Ну как же так-то? Чтобы у тебя только с одной стороны травили, ну, не в жизнь. Все, в рот грибок, в жопу кислоты. Так, забираем душу, я думаю, там 5, да, где-то моя валяется. И там у нас еще серьезный рыцарь шароебится. Им надо будет наверху драться, не в воде. У меня тупо маневренность офнется. Короче, как вариант, просто можно вообще типа на него внимания не обращать. Либо попробовать его по стелсу ёбнуть, но там мелкие мешаются. Да, вот это клоуны, блядь. Иди сюда. Во-во-во. 1. Но второй нужен. Рыцарь меня не заметит, зато заметит мелкий. Все. Рыцарь пошел назад. По идее, можно сзади подкрасться и его пропердолить. Да? Блять. Че, он назад пойдет? Я его попробую бэкстепом бахну. Хуя, у него там путешествие. Значит, там еще малые будут наверху сидеть. Да. Пошел он нахрен, короче, давай так. Ну вали ты от него. Вали, ну ёб твою мать. Блядь, он шарашит и шарашит просто как без остановки нахуй. Все, зря я сюда пошел. Ну вали, он, блядь. Мудло. Перекат, конечно, жопа. Сейчас он сам ко мне придет. Давай. Сейчас бы ему, конечно, пору бэкстепа, блядь, долбануть. Он услышал мою молитву. Все, подох. И также меня продолжает травить.
Ну тут уже делать типа нечего. Тут максимум, если только полутаться. Потянуть рычаг. И хочется, и Коля здесь. Давай пока не будем торопиться. То можно отъехать, мало ли что. О, вот допустим, от таких вот тут ребят. Внезапно падающих. Че? Вон еще один товарищ. Так. Что тогда интересно там внизу? Ну вот не тут внизу, а вот в самом начале, возле здорового. Тут срезка, что ли? Блять, да походу. Доктор, где? Что-то это не очень на срезку похоже. Большая лока вообще. Я пока не могу в башке уложить. Что ворота везде. Что-то ты открываешь какую-то хуйню. Ну, по идее, да, все равно. Так или иначе, ты должен где-то по-любому выехать. А то, может быть, и вообще, типа, все в один лифт свяжется. Хуй знает, сейчас все пооткрываем. Там возле здорового великана был, короче, вот оно. Семен Семенович. Борис Кузин, на лифт пока не иди. Понял тебя. Понял, принял. И теперь мы появились с другой стороны. Все. Тут все, короче, теперь стало на свои места. Ну, по крайней мере, более-менее. Можно сюда пиздануться. Но не факт, что тут что-то есть. Эх, не добил я его. Чутка. Зачем я сюда падал? Ну, хоть что-то должно быть. Борис Кузин, не прыгай. Тоже поздно. О, понятно, где она. Прикольно. Ну давай, коль уж я тут. Хотя. Ну все верно. Давай, коль уж я тут, давай попробуем Борис этого Кузин, захуярить. ну тогда успеху. Ну он жирный. Половинку я у него снес, конечно. Надо добить. Вау. Ну чуть-чуть. Бля, я не знаю. Давай попробуем ящерку захуярить. Ну, больно она привлекательная. Лежит уже который раз. Я все мимо прохожу, там, тоси-боси, все отъебашить не могу. Тут идти-то, блин, 1,5 землекопа до нее. Давай. Попробовать надо ее захуярить. Скучно лежит. Так. За нее, может, что прикольное дадут. Ну, а вдруг? На Хидетаке, кстати, этот, подъем защита. Стой. Мы пока ящерку не трогаем, пока есть возможность. Мы души, блядь, спасаем. 10 тысяч, нихуя. Хотя бы как остался без ней. Все, и валим. Целью возьмем.
Наконец. Ну, кстати, она вообще несложная. Главное стамину не просирать, вот как я сейчас делаю. Сейчас мы ее положим. Давай ближе ко мне. Тихо. Титановая чешуя. Ну, это, видимо, для закалки, да, чего-то там. Блин, а статье-то ворота я не открыл. Как теперь? Надо вспоминать, как развернуться. А, ну все. Подожди. Нет, не все. Да, все на ништяк. О! О чем я и говорил, то что когда пазл в башке складывается, ты уже можешь работать с этой херней, как тебе вздумается. Ну, типа, пойти туда, пойти сюда. Тему, короче, будет сейчас ебаться до костра. И качнуться. Борис Лузин. В храм через окно. И качнуться заодно, чтобы душу лишний раз не просрать. И это как все равно враги по-любому уже все встали, кто мог встать. Посмотреть, может быть, что-то заточить, что-то там еще можно сделать. Укрепить оружие. Во-первых, мерцающий титанит для этого меча. Я все-таки попробую его качать. Да? У него дебафы со льдом. И он типа становится по силе на ранг С. Такое себе так-то. Бля, ну хер знаю, больше просто мечей так-то нет. Нормально. Либо оставить его. Тяжелым самоцветом. Что получится? 59 плюс 49, 60. Грубым самоцветом можно его закалить. На огонь хуйня. Давай-ка мы вот так вот сделаем, да, самоцветом его грубым. Если я испортил пуху, тогда я лох. Сорян. Ну, как говорится, мне играть, мне поисполнить. Конечно, будет печально, если я пушку испортил. Так, и чё, сила, да? Вот так вот. И вот так вот. Все это здорово, но, кстати, я вот эту по-другому уже затачивал, другими. Я, наверное, поторопился, да? Грубый фламберг. А почему я его больше не могу титанидом обычным затачивать? Таких осколков как бы дохуя. Тут мерцающий. Нет, я думаю, этот щит не стоит, чтобы его мерцающим титанитом затачивать. Укрепить оружие. Вот, по-моему, вот так вот я нажимал просто и типа титанитом. А, видимо, больше плюс 3 его нельзя, короче. Если я так понимаю. Закалить.
Тяжелый самоцвет. Он типа Е ему даст, Е ранг. Поглощение при блоке. Тут вообще по заточке, по закалке, тут ебать целая наука, по-моему. Если его, короче говоря, вот этим наточенным самоцветом заебнуть, тогда сила Е у него становится. Короче, я думаю, что, не надо торопиться, я думаю, всякие самоцветы тратить. Может, пуха и лучше упадет на самом-то деле. Но почему его обычным титанитом нельзя теперь затачивать, я не знаю. Это, блядь, для меня, видимо, будет загадка века. Погнали, короче, дальше. Кто бы мог подумать, да, то, что часовенка-то с двух сторон соединяется. Хотя, в принципе, очевидно, то, что две двери... Ладно, окей. Вспоминать бы надо, да? Куда там чё? Рыцари появились заново. Ну ладно. Теперь не вижу смысла их рубить. Короче, два варианта. Либо по прямой идти, либо вот этого большого мочить. Давай, наверное, большого. Чё он стоит, грустит? А так тут, в принципе, больше делать-то и нечего. Два рычага можно дернуть. Да, сейчас большого заебенем. Что-то должно подняться, что-то должно опуститься. Не суть. Краб? Ой, это не крабы. Борис Лузин. Точиться надо от своих скиллов, чего больше не появляется. Беда в том, что я не особо знаю, чего у меня больше. Ну, как бы уворотами пользуюсь, но тоже по случаю. Где мужик-то? Пятна эти сильно мешаются. Сейчас мужик подохнет. Будет попроще. Еще жестко стамина падает. Ну я потому что урубаю, блядь, какая-то, как заведенный. Все, нормас. Мужик отъехал. Давай пятого добивай. Вот они как дамажат. Это даже... Они были же в первой части, а то я так даже и не посмотрел. Я постоянно к ним просто близко не подходил. Все, наконец-то закончились эти ребята.
Осколок титанит. Борис Лузин. У грубой заточки минус в том, что скилла с силой и ловкости не будет, и смысл качать силу и ловкость пропадает. Угу. Я знаю, то, что типа ранг S самый заебатый. Так, кстати, посмотрим, я там какой-то сет собираю. Дорана какой-то. Какой-то сет Дорана. Или Дорана. Я не знаю. Доспех Дорана. Или Доран. Бледный язык. Что это за чучело? Это, видимо, хозяин доспехов. Кишка какая-то. Большая душа путешественника. Ну а там, наверное, последняя, да, что? Не знаю, я как этот более-менее даранский мод. Я как собрал вот доспех, типа нагрудник Лотрика, или, по-моему, так он называется, и поножи Лотрика, так в них и гоняю. В принципе, этого хватает. Если что, всегда раздеться можно. Угу. По очереди. Понятно. Блин, а что ж тогда там в той двери? Ощущение, то, что я вот прям по сюжету иду вот сюда. Да походу. Давай я в ту дверь сгоняю все-таки. Это, по-моему, это объединяет как-то все локации. Надо бежать до туда, хрен знает сколько. Борис Лузин. За той дверью тупик и пару плюшек. Ну вот, я хотя бы буду спокоен. А то вдруг я типа нигде не был. Слушай, а не подскажешь, что вот эти вот за два рычага, что они открывают? Стоит их сейчас дергать или потом? Ну я просто, чтобы лишнего чего не натворить, неохота бегать туда-сюда. Два рычага, один вот здесь, а второй вон за там, за поворотом. Какой целью вообще? Хотя, в принципе, можешь не говорить, сейчас я попробую, подергаю. Я вот думал, что за этой дверью вообще босс, и, ну или хотя бы Борис срезка. Лузин. Зажгись, убей фантомы, а рычаги как хошь. Зажгись, в смысле, пепел на себя или что-то, уголь, да? Это имеешь в виду? Ну вот, это срезка. Да? Нет, не срезка. Косточка возвращения. Двузубец святого. Борис Лузин. Уголь заюзать. Угу. Я понял. Сначала без угля попробуй. Борис Лузин. Чтоб Кирк вторгся. А, все, я понял о чем. Да. Ну и пуха. Ну и все, да? Ну, блин, я думал, что тут какая-нибудь срезка, правда. По логике вещей должна быть срезка. Но... Это ж Хидетака, по-моему, местами в жопу логику, да?
Желательно бы фляжки сбегать, пополнить. Так-то. А потом туда. Так и сделаем. А заодно и фляги, рычаги дерну. Так, где проход-то? А, с другой стороны. Точно. Борис Лузин. Зажечься надо где-то на квадратной платформе. Вот наверху, вон там. Или вот здесь. Тут просто много квадратных платформ. Ну, наверное, здесь. Или разницы никакой вообще. Давай сначала до костра. Борис Лузин. Внизу. Ща, запалимся. Можно даже, в принципе, клинок замазать. Попробовать хотя бы. Может, побольше типа урона наносит. Так, где эти гномы? Блять, надо вообще не давать ему ничего сделать. Он ёбнутый. Вот этот иди сюда тоже. Ну так вот. Так, уголь говоришь, да, надо? Ну давай. И чё? Ага, ну вот он. Кирк средний палец. Надо попробовать, говоришь, у него лут, да, вытащить. Борис Лузин. Побегает ведь зажжёт. Блять. Я могу еще раз призывать? Я затупил с этими вот переключениями, решил там клинок смазать, тут же, блять, у меня еще факел торчит, я не переключился. Надо еще раз, да, угля бахнуть. Борис Лузин. Да. Сука, и смолу просрал, ебаный пиздец. Криворучка хуева. Я так понимаю, если ты его побеждаешь, что этот Кирк средний палец тебе дает какую-то броню. Ну давай, будем наготове. Он оттуда пришел в прошлый раз. О. Сразу же оп. Фляжки наголо. Это было больно. Борис Лузин.
Броня будет лежать на его трупе в другом месте, но она появится только если его убить тут. Я понял. Блять. Жесткий. Шипастая броня, короче, да, ты подбираешь у него. Я вспомнил. Где-то читал про это. Сука, ну он жесткий, он жопу надирает сильно. Но угля у меня много. Ну это основа составляющая ПВП, нахуй. Борис Лузин. Неонватный локатый. Не знаю, что там вроде жопу пока мне надирает. Как нихуя не ватный. Да я просто биться не умею. Вот. Либо пуха корявая, но скорее всего это руки корявые. Тороплюсь, пытаюсь урона влить, сам получаю. Минусы известны, но надо этому научиться. Ну, как говорится, правило 1000 часов. Если ты чем-то занимаешься 1000 часов, то ты будешь профессионалом в этом. Ну и чё, где? Борис Лузин. Опыта в ПВП нет, но это наживное. Надо просто брат биться и все будет заебись. Лишних ударов не делать, вот допустим. Ну, пожалуйста. Он дотянулся тупо. Ну тупо дотянулся и мне пиздец. Хотя бы отхиливаться дает. Ай-яй. Танец вонючий палец. Блять. Вот нахуя я жадничаю, твою мать. По удару достаточно. Ну вот. Шипастый меч, шипастый щит. Ну и душ, кстати, за него навалили. Что за шипастый меч? Надо потом типа еще будет узнать, где за него броню искать. А где он? Вот он. Он накладывает кровотечение. Вес у него легкий, но у него подача типа слабый. Если только его пробовать затачивать. Ну, хуй знает, как это работает, нет? Борис Лузин. Одноручник тоже с кровотоком, как твой двуручник. На его качать надо. Чё, нахуя его выпил?
Ну, чисто давай побалуемся, ну, вот так вот. Его качать надо, чтобы понять, нужен ли он мне. А, так. Что там? А, вот. Погнали наверх. Когда босс-то будет? Если локация большая, то мне кажется, босс будет такое себе, ну типа среднячок. Несложный. О, кишка, здорово. Кишка, по-моему, самое безобидное, что есть в этой Борис локации. Лузин. Да зачем, если уже есть пуха на кровоток? Подожди, а разве ламберг у меня? Да, немножко есть дополнительный эффект кровотока есть. Ну там так что-то, вообще сопливень. Типа у Тигатана гораздо шибче кровь пускает. Ну если именно об этом рассуждать. Нихуя он меня и ебнул. Ай, да-да-да-да-да, валить надо. Сука, достал все равно. Ну тут 18 косарей душ-то. Гадалки не ходи, надо выковыривать. mr.тостер. Ути-пути катан Лёша. Ути-пути гатана, да. Прошу прощения. Борис Лузин. Все твои беды из-за перегрузки. Думаешь? Тоже верно. Блять. Борис Лузин. Одень штаны полегче. Не то. По-моему, тут не только штаны. Что там у нас самое маленькое по весу? Эти. Мне либо массу качать, я хуй знает. Просто чтобы нормальный сет таскать. Кстати, я хотел же этот, как бы, посмотреть, что за Дорана там. А. Ну, наверное, пососный просто. Доспех. Ну, типа, я в нем буду легок на подъем. Ну, вот такой вот дядька. Да давай на самом деле Борис попробуем. Лузин. Нагрузка вроде 70 должна быть. И так сойдет. 50 будет, 53%. С запасом возьму. Чё такого по прикольному-то одеть туда? Сейчас уже типа все лезет. Шапочки Дорана не было. Можно вон луковицу себе на голову одеть. Ну, на физухе вообще никак. От слова совсем. Это единственная броня, которая... Вот это самая борзая, короче, луковица. Но это перебор реально. Ну и перчатки заодно. Похуй, дым. Пойдет.
Будем таким бегать. А там посмотрим. Почилим, как говорится, пока так. Тут все. Давай-ка мы это дело пособерем. Вот и уголь. 3 просрал, 1 получил. Профит, ебать. И так сойдет. Так, надо сначала вот этого гаврика, да, я думаю. Он его в цель возьмет? Нет. Ну ладно. Блять, я даже встать не успел. Взял меня, хуйнул по башке. Борис Лузин. Как я понял, Сигвард у тебя не выжил. Да, да. Сигвард внезапно подох при бою с этим демоном. Кто ж знал-то? Я думал, он типа с ним пиздится и нехуй влезать как бы в эту драку. Пусть они там между собой решают свои геморрои. Вот. А потом, короче, он, оказывается, почти его замочил. Я думал, это так и должно быть, типа. Потому что мне в чате говорили, типа, он Сигвард этот он сам его убьет. Но я и не влезал. Стоял, наблюдал. Лялякал с чатом. А потом хуяк, оказывается, он сначала Сигварда замочил. Борис Лузин. Потом на меня бросился. Шарине. Ну, видишь. Он Сигварда замочил, потом на меня бросился. Мне еще пизды дали. Блять, надо было не его выдохать. Надо было не с него начинать. Да ебись ты колотить, он чё такой пизданутый-то, блядь? Хуярит и хуярит, просто как, блядь, как мельница ебашит своей хуйней. Он просто не дает встать, он добивает, пока ты лежишь. То есть фактически с него никакого этого, блин, ни одного удара не пропускать. Если пропустил, то лучше валить нахрен. Я, по-моему, еще и души, да, хуй поднял. По-моему, поднял. Я не помню. Я сейчас говно начнет атаковать. Надо по-быстренькому оттуда пикать. Тут бы колечко пригодилось, которое позволяет по воде бегать. Так, давай сначала мелочь. Что это, бляха, надолго? Правда, лучше похилиться, а потом нападать. Ну их в жопу. Я не попал. Да хуя раб мог попасть.
теперь они вдвоем. Охуенно. Как бы их разделить-то? Да, наверное, уже никак. Да, и пиздец тебе. Я даже не знаю, кто меня захуярил, короче. На мне еще там какой-то труп лежит. По-моему, блядь, они друг друга там убили еще, пока убивали меня. Надо успеть, короче, вот этого рыцаря заколошматить, пока он там лежит, второй подбегает, и пизда. Я думаю, так. Он почему-то у меня пинаться, блядь, начинает. Он почему-то пытается, блядь, куда-то в сторону долбануть. Вообще не в него. Потому что, наверное, этого рыцаря в захват не взять. Надо, короче, сейчас попробовать поточнее все это дело сделать. Слишком много ошибок допускаем. Хоть одна топарна точно должна же куснуть, а то что это такое? Что это? Это уже не Dark Souls получается. Это что-то другое. Пока ты не страдаешь. Блять, я еще в таком месте отсосном подох. Слушай, а что, допустим, если сначала вот этого с большим мечом агрить, а потом уже лупить тот, кто сидит? Ну-ка, давай попробуем. Вдруг прокатит. Ну вот и отлично. А я тут бегаю себе в башку ебу. Как же их замочить-то, блин? Вот и все, так они и убиваются. Ну еще разок. Готово. Встает он долго. Щит храмовник. По-моему, у меня и был уже, да, подобный. Но он слишком нахера весит. У меня из-за меча тогда перегруз. Но вот если, допустим, прокачать меч, то мне и щит храмовника тогда полезет. Ну, в смысле, меч, который одноручный, ледяной. Тогда и типа меч храмовника полезен. Угу. Я, короче, тут пробегал, да? Что-то я куда-то бегу, а ни босса, никаких. А, вот и босс. Ну, слава богу, я уж думал это. Сегодня мы без босса останемся. Целая серия, блин. Ну, целый стрим прошел, а босса все нету. Может быть, это гроб? Может быть. Ну, что сделать? Локация большая, надо познать всю глубину наших глубин. Угу. И вон там еще. К боссу пока не ходит. А че не ходить? Срезку открыть, что ли? Не, мы выше едем. Сейчас, наверное, что-нибудь дадут. Полезно. Что-то кто-то шуршит. Будто плавает. Так, ну давай посмотрим, что это. Здесь такое, во-первых.
Впереди лжец. Впереди чудовище. Впереди сожаление. Кто-то сзади, да, на меня сейчас свалится просто. Дуэльный талисман. Ну, я в дуэлях не участвую, так что бесполезно, по-моему. Так, ну и все, в принципе, да? Сейчас вот в эти ворота посмотреть, что за ними. Либо это срезка, я не знаю. Ну вот, наконец. Вот она, срезка. Ты открываешь самую первую дверь, ты открываешь в самом конце. Спасибо. Борис Лузин. Не тут стоял бы лоскутик, если бы Сигвард был жив. Ну, видишь, тут, короче говоря, непонятки получились по поводу советов. Я потом этого босса просто взял стрелами, заколол нахрен, да и все. Можно было Сигварда типа не подключать даже к этому бою. Ну, короче говоря, я немного не понял. Не точно понял совета. Поэтому надо, походу, местами воздерживаться от этого момента. Проходить самому. Ну, типа, твой косяк, короче. Не так Борис обидно Лузин. будет. Можно бить босса, и еще есть лифт наверх. Еще один лифт наверх. Я забыл, где он. Я, короче, на этот лифт сгоняю потом. Блять, и сейчас у меня 22 Борис косаря. Лузин. Ковенанту ПВП. Даман 72. Привет, лайк. Здорово, Даман. Бля, ну я рискую, короче, 22 тысячи душ просрать просто. Борис Лузин. И там броня кирка. Понятно. Фишка этого босса в Масуке. Даман 72. А где болгарский перец? Я не знаю, где болгарский перец. Наверное, обиделся. Короче, тут один за всех, а все за одного. Правильно? Глуповатый немного босс, если честно. Ну, мужичках очень похоже все это дело на косплевание. Это так. Они так и будут появляться, пока центрального не убили. Понятно. Кто-то сомневался. Пробираться среди прочего вот этого гаврика.
Па-па-па-па-па-па. Ну все, понеслась, короче. Дайте мне этого урода. Ну, последняя подача. Все подохли. Все подохли, всем спасибо, все подохли. Маленькая кукла, душа дьякона в глуби. Вот странно, что тут вообще, по идее, не дают... А, вот за босса наконец-то мне начислили. Я потом, короче, получается, что, вне стрима... Да, наверное, пробегусь. Давай сейчас, короче... Да. Давай мы вот что сделаем. Сейчас мы костер зажжем. Чтобы горел. Но садиться возле него не будем. Просто сбегаем как раз к тому колокольчику. Ну и посмотрим, что тут. Ну, не колокольчик, но где вот этот лифт? Там, где у тебя второй костер. Хотя, чё я парюсь вообще? Даже можно не бежать, а просто переместиться. Вау. Тут же работает перемещение. Великое и ужасное. Не, ну слушай, поначалу босс, типа, кажется легким. А потом, когда они прут на тебя всей толпой, начинают стрелять в разных сторон, потому что находятся от тебя далеко, он начинает, типа, усложняться. Типа на вторую фазу переходит, когда вот именно сам этот епископ, короче, вылезает. Ты всех бил, а надо было бить только того, кто светился. Хорошо, да, что да. у тебя меч размашистый. Но догадался не очень вовремя, то, что надо... Ну, точнее, я не совсем заметил то, что там у нас чувак-то только один подсвечивается. Я сначала думал, просто на тебя эти епископы прут. А, вот я где. Там, где хотел в самом начале побывать. Вот, ну точно, ёпта. Вот я тут оказался. Можно еще выше, типа, да? Ну-ка еще выше. Нет, только ниже. Подожди, как это работает? Снова этот геморрой с качелями? Борис Лузин. Лестница на карнизе. Да, я походу уже заебался и просто не вижу очевидных вещей. Типа догадаться, подойти немножко, пройти немножко пару шагов дальше. Борис Лузин. Только вниз не прыгай. Я понял, что на крыше там ты подохнешь. Кольцо глубин. Когда у меня было подобное кольцо в первой части, я типа мог перемещаться в локации с этим, как его, ну, с боссом. Слушай, а тут дорога еще дальше идет. Получается, туда надо только. Правильно? Ну да. Больше выходов я отсюда не вижу. Лестница и все, да? Ну, пойдем. У нас есть типа 10 минут на посмотреть. Блин, там мелкий Борис ползет. Лузин. А вот сейчас прыжок и ходьба по балкам. Так, надо мелкого сначала. Где мелкий? Блин, ты что-то народу дохуя так. Пизда вообще. Надо душу теперь выковыривать. Нахер я туда поверся. Видимо, что-то хотелось.
Ну и опять же, поторопился, короче, паровоз с собой собрал. Тут сложное место. Поторопился, паровоз с собой собрал. Вот тебе и пожалуйста. Я надеюсь, моя беготня того будет стоить. По-любому же это сложное место концовку должно поиметь. Как Борис Бэтмен. Лузин. Если боишься за души, забирай и трать. Ну как сказать, боюсь. Не хотелось бы просто 30-ку проебать. А так, в принципе, да хуй с ними. Нафармить можно. Чё ты идешь за мной? Блять, тупит стоит, заебись вообще. Мне его было ни в цель не поймать, нихуя. Владлен Шабаров. Вот. Спасибо, Владлен, за набор букв. Просто стоял тут и все. Странный чувак. О, надо как раз небольших тут остерегаться, а вот этих вот мелких. Они всю суету и наводят. Борис Лузин. 30 фигня потом и 200 будешь терять. Ну да, как и в первой части. Сначала трясешься в первой части, блядь, за 1,5, а потом 96 проебались. А, похуй, блядь. Уже начинаешь, да, что, блядь, интеллект качать просто потому что, ну, как бы, все, что хотел, вроде сделал. А мелкий, сука, крался, я его даже не слышал. Маленькие уебаны, а? Опять Фламберг дали. Но Фламберг только, короче, с этих крысенышей, я смотрю, фармится. Ясненько, понятненько. Так, ну и я... Да, я ничего не пропустил. Вот у нас здесь поворот один. Давай мы этого забодаем. Опа. Просто тут узкое пространство, и очень легко можно, мало ли, во время подачи упасть. Причем я так понимаю, что можно еще и туда, да, сбегать. Сейчас малые тут полезут. Они меня ждут стопудово. Самострел. Красиво. Хуйня. Можно мечом размахаться и упасть отсюда. Поэтому аккуратненько. Один выстрел, один труп. По идее, больших не должно быть уже. Бледный язык. В принципе, ничего тут прям такого полезного я пока не нашел. Но зато, понятно, уже я типа во всех местах в этой локации побывал. Кроме вот этих вот пролетов. Угу. А это я оказался на верхней точке. Угу. И тут тоже пробежаться можно, да. Но можно оттуда упасть. Бля. Да, тогда логичнее, короче, сначала души пойти потратить, а потом их не выковыривать. Вот там вот ребята стоят опасные, не просто так. Это типа лучше с чувством, с толком, с расстановкой пробегать. А, ну... Нет, слушай, я могу назад вернуться.
Я думал, уже все, труба. Я же могу вернуться? Борис Лузин. Причем очень легко упасть. Вот. Вот и я о чем. Поэтому 38 тысяч не лишние. Это как минимум 4 левела можно купить. Ну или 3. Неважно. Поэтому я сейчас душу просру. А вне стрима пробегусь, вот эти Борис штуки Лузин. осмотрю. Костю Заевка. А я так доеду. А вне стрима я уже спокойненько пробегусь, короче говоря, по этим палкам, посмотрю, что там есть вообще. Ну, я не думаю, что там прям что-то охуительное, возможно. Ладно, ребят, будем заканчивать на этом стрим сегодняшний. Не знаю, посмотрим, завтра будем 7-й резик лобать или послезавтра. Ну, как карта ляжет. Точно не это. Пока не уверен насчет завтрашнего стрима. Короче говоря, тут смотрите по колокольчикам сообщения. Обычно я делаю заранее сообщение о том, что скоро будет стрим. Как минимум Борис за полдня. Пока. Спасибо, Борис, за подсказки. Счастливо, счастливо. Тёма, Максим и Серега, отдельное спасибо МР за Бочка донаты. Костя. ББ. Отдельное спасибо, ребят, за донаты. Обнял, приподнял. Всем большое спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии.